Всем добрый вечер. Мы начинаем. Сейчас мы начнем. И а, Меня зовут Алекс, кто не знает. И, соответственно, сегодняшняя сессия у нас посвящена а, городу магов. Так назывался город Тула де Альенде в романах Карлоса Кастанеды. А, И вот этому уникальному городу, я немножко расскажу о моем опыте, что произошло в поездке в Тулу в последние выходные, о том, как мне удалось встретиться с видящими этого города, какого рода видящие, к какой категории видящих они относятся, что это за группа, вот об этом я сейчас расскажу. Значит, я включусь, соответственно, минут через 3-4. Сейчас просто на экране вы можете видеть заставку с собором города. Это тот собор, который описывался в романе Карлоса Кастанеды «Искусство сновидения». И сам роман «Искусство сновидения», он, соответственно, был написан практически в этом городе, в Тула де Альенде. Сейчас я поставлю на запись. Значит, город Тула де Альенде – это город мексиканской провинции в штате Идальго, находится на расстоянии от столицы города, от Мехико, примерно в 2 часах езды. Маленький очень городок. Этот городок стоит фактически поверх столицы империи Толтеков, города Талан. То есть территориально он не совпадает один в один, потому что там, где находится археологическая зона Тулы, там, соответственно, и был Талан. Но он находится на очень близком расстоянии, потому что на такси от центра Тулы де Альенде до археологической зоны ехать примерно минут 10. То есть практически территориально совпадают эти города. Значит, сейчас, секунду. Поставьте на мьют, пожалуйста. Сейчас я вас всех поставлю. Дмитрий, соответственно, микрофоны, чтобы были выключены. Вот, в этом городе находится вот такой собор, такой фактически полусобор, полукрепость, с такими стенами, скажем так, напоминающими крепостные такие стены, потому что собор воздвигался монахами францисканцами в середине 16 века. То есть фактически после того, как захватили Теночтитлан, столицу ацтеков, как только испанцы, конкистадоры захватили, они в течение после этого 20 лет начали строить вот этот вот огроменный собор. На самом деле к нему примыкал раньше монастырь. То есть это целый такой комплекс, большой комплекс соборной постройки 16 века, в стиле протереску, то есть Южной Испании, когда Испания была под арабами. Вот он, строился с 16 века, и это главный собор, где разворачиваются действия романа «Искусство сновидения», где происходят все встречи такого мага древности, которого называют «бросивший вызов смерти», с нагвалями линии Дона Хуана. И это не скрывается, это фактически факт, такой, известный исторический факт. На страницах самого же отеля, где Карлос останавливался и писал роман «Искусство сновидения», там написано, что вот в этом отеле были написаны 2 всемирно известных романа. Вот один из них «Искусство сновидения». Он собирал, соответственно, все сведения по Туле, занимался сбором информации, когда жил, я имею в виду, Карлос в течение 2 лет. Местные жители его видели, они как раз это не отрицают, некоторые были с ним знакомы. Вот. И вот это вот место, оно очень интересно. Значит, соответственно, все, кто сейчас в эфире, вы можете взять ручки и листочек, подготовить. Буквально вот пока вы готовите, в течение минуты, 2, я сообщу о том, что сегодня в конце сессии, примерно через 1,5 часа, будут такие подарки, можно сказать, тех, кто проявит свои знания по искусству сновидения, скажем так, наберет максимальный балл. У нас будет 10 таких вопросов по содержанию этого романа, потому что роман был написан в этом месте. Сейчас я буду рассказывать об этом месте, об уникальных местах силы в этом месте, об уникальном опыте. И у вас есть прекрасная возможность проверить свои знания или дополнительно что-то узнать.
И, соответственно, на листочке, если у вас есть листочек и ручка под рукой, вы просто пишете цифры от 1 до 10, потому что будет 10 вопросов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я по мере своего повествования периодически буду, соответственно, задавать эти вопросы и зачитывать потом правильные ответы. И, соответственно, у нас первый вопрос по искусству сновидения следующий. Как звали Нагваля линии Дона Хуана, который первым встретил мага древности, которого в романах Кастанеды именуют «бросивший вызов смерти» или «арендатор»? Соответственно, ответы будут А, Б, С, Д, такие латинскими буквами, А, Б, С, Д. И версии ответов. Первая – Нагваль Хулиан, Б, то есть А – это Нагваль Хулиан, Б – это Нагваль Себастьян, С – это Нагваль Элиас, и Д – это Дон Хуан. Соответственно, выберите на основе того, что вы помните из романа, знаете, может, где-то что-то читали, слышали, либо просто догадайтесь. Пишите у себя на листочке, не в чате, пожалуйста, потому что дайте другим возможность тоже самостоятельно сделать этот выбор, подумать, потому что я специально готовился вчера к этой сессии, и там есть очень интересные, немножко даже заковыристые вопросы. То есть я один раз повторяю, значит, кто из линии Дона Хуана первым встретился с бросившим вызов смерти? Это маг древности, который живет 1000 лет. Значит, версии А – Нагваль Хулиан, Б – Нагваль Себастьян, С – Нагваль Элиас и Д – Дон Хуан. Да, из романа, конечно, это сообщается в романе. Значит, и, соответственно, переходим к самому повествованию. Значит, Тула де Альенде, современная, городок 20 тысяч населения. У него есть такая сакральная линия, которая проходит через главные объекты этого города. Значит, и вот у вас сейчас на слайде показана карта Тулы де Альенде, и показано в самом низу там, потом в записи это будет видно, в самом низу, значит, желтым таким кругом введен собор, это соборный комплекс современный, он стоит поверх храма Талтеков, посвященных Кецалькоатлю, то есть храм Кецалькоатля, об этом чуть позднее, почему это место уникальное, почему именно в этом месте материализовался бросивший вызов смерти, где конкретно он материализовался, а почему, об этом все позднее. Но если вы проведете из собора, из центральной части собора линию, которая соединяет пирамиду с атлантами, на которой стоят 4 атланта, воины древности, то она пройдет прямо через мост, такой навесной мост, который перекинут через реку Тула. Соответственно, в романах Карлоса Кастанеды описан некоторый мост, который трещина между мирами, и воины первой группы Карлоса Кастанеды пытаются его перейти. Это описано прямо в нескольких местах. Когда переходят, они испытывают очень большой страх, даже бросают это дело, возвращаются в центр города. Предполагалось, что когда я, допустим, жил в Туле и исследовал эти места, то я предполагал, что этот мост находится, этот именно навесной мост, потому что линия сакральная. Почему она сакральная? Это линия на Тецкатлипоку. В древности, у талтеков, в серединном мире были силы направлений, то есть силы точно так же, как у нас и у славян, это и во многих традициях это есть, это еще называют там силы сторон света, силы стихий, потому что это силы севера, запада, востока и юга, соответственно, север – это там у талтеков ветер, элемент ветер, запад – это элемент земля, юг – это элемент вода и восток – элемент огонь. И среди этих 4 сил направлений только одна сила является демиургическим таким, демиургом. Это не бог-творец, но тот, кто запускает импульсы на эволюцию, на развоплощение. Это сила севера, и она не совсем прям строго на севере находится, а так немножко чуть-чуть на северо-востоке. Это направление на Тецкатлипоку, это связано с картой звездного неба, это связано с созвездиями, это конкретное совершенно направление. Об этом отдельную лекцию можно провести. Если будет интересно, то ставьте плюс. А это о фактически сакральных знаниях. И этой схеме подчинены большинство объектов Древнего Египта и Мезоамерики. То есть точно по таким же направлениям, то есть север чуть-чуть на северо-восток, там отклонение 15 градусов примерно, проходит аллея мертвых, центральная аллея в городе Теотикуан, это город мезоамериканских пирамид, точно по таким же углом построен в Дендерах храм Кхатхор. Если вы найдете, погуглите, например, в гугле наберете храм Кхатхор, один из наиболее сохранившихся
То место, кстати, где родилась Изида, ну, то есть не в храме она родилась, а вот за храмом, там прямо есть место, где родилась Изида, это, ну, фактически знание о древних цивилизациях, о том, как у них вся космогония была устроена. Вот у них это направление такое на северо-восток, на Тецкатлипоху. То есть они поклонялись конкретно нему. Они с юга шли на север, принося ему подношения, потому что он запускал импульсы. Если им нужно был не урожайный год, а нужно было сделать его урожайным, они обращались к нему именно к этому, к Тецкатлипохе. Вот, ни к кому-то другому, ни к какой-то силе. И это верование древних, скажем так, древних времен. То есть на всех континентах это есть и, соответственно, Древний Египет, Мезоамерика, это, ну, видите, западно-восточное полушарие. И вот эта линия, которая проходила на северо-восток, она проходила через этот висячий мост. Этот мост рухнул. Он рухнул буквально в прошлом году, осенью 2021 года. И у меня где-то есть даже видео, где я останавливался в отеле Тулы. Отель назывался Best Western. И менеджер этого отеля, парень, ему года 32, наверное, 33, он, во-первых, я когда туда приехал, я приехал в прошлые выходные. Объясню чуть позже, через минуту, почему я туда приехал. Я вдруг почувствовал, что те люди, которых я знал, с кем я раньше встречался, они немножко такие пришибленные, что ли. Ну, то есть, это такое грубое слово, но они немножко такие, как бы я ощутил какую-то травму. То есть травма прямо, которая отпечаталась на их лицах. Когда, значит, я с ними стал разговаривать, то есть с менеджерами отеля, с Густаво, который, сервирует в ресторан. Я хожу там специально в семейный ресторан один домашний, где семья держит. Я понял, что у них произошла трагедия осенью 2021 года. У них было наводнение очень сильное. Это Тула маленькая речка, она малюсенькая, она высыхающая. Но в эту Тулу откуда-то пришли огромные потоки воды, где-то там какой-то сброс, чего-то, непонятно что. И у них реально было наводнение, то есть самое страшное, что оно произошло ночью, то есть примерно в районе полуночи, прямо вот, не знаю, мистическая такая тоже, не знаю, люди уже легли спать. И вот эту вот всю восточную часть Тулы вода поднималась там на 6 метров, что ли. То есть все первые этажи, они были затоплены. То есть легли спать в кроватях, и вот прямо их начало затапливать. Как говорит этот самый Густав, говорит, вода в течение 10 минут прибыла, вот этот огромный поток воды. Там есть погибшие, то есть 17 человек погибло, вот, и эта трагедия, она до сих пор из их памяти не ушла, потому что, видимо, это был шок. Самое такое страшное в этом было не то, что оно произошло землетрясение, а то, что оно произошло ночью, когда люди были вообще к этому не подготовлены, легли спать, большинство, они ложатся все рано, это провинциальный городок, вот, и вот их это настигло. И поэтому, есть такая версия, что от этого наводнения мост рухнул, но не увериться с трудом, потому что опоры моста очень сильно подняты над уровнем, где протекает река Тула. Она как раз разделяет северную сакральную зону с южной, южной такой мирской, где живут, фактически город весь, и люди живут в южной части. А вот в северной это древняя столица Талант, где пирамиды, где эти самые атланты стоят. Вот. И верилось с трудом, что снесли этот мост. Там версия была, что, может быть, его подпилили, и он рухнул как раз, воспользовались, скажем так, этим событием, чтобы его обрушить. У меня есть знакомый, то есть за тот период, пока я живу в Мексике, я вот это вот опоры моста, то есть видно, это опора стоящая, а на самом деле мост не перекинут. То есть имеется в виду, что вот эта вот навесной часть, ее нет, она рухнула. Больше не соединяется сакральная зона с зоной Тулы. За вот больше, чем год проживания в Мексике, видимо, какие-то ребята, с кем у меня какой-то резонанс, синхрон произошел на основе тех материалов, которые мы публикуем с Никой, с моей соведущей. За этот год те, кто прилетали в Мексику, со мной периодически встречались. То есть такой вот Андрей из Германии, Даниэл, который у нас из Норвегии, который учится как раз на потоке вместе с нами. Коллега, можно сказать, вот, и многие другие. И среди вот приезжих был один парень, который буквально, не буду называть его имя, потому что я не спросил, можно ли вообще
скажем, его имя называть, назову его Андрей, который полетел из России вот, ну, в этот период турбулентности в мире, который сейчас происходит, и в России в частности. Он вот таким образом решил воспользоваться этой ситуацией и прилетел и в Мексике провел часть марта и апрель. И у него был очень большой интерес вот к этому городу магов, как его называют Туа-де-Альенда в романах Кастанеды. И он ездил, значит, в Тулу. Ну, видимо, частично на основе тех материалов, которые я уже раньше публиковал, рассказывал о Туле. Он приехал в Тулу, и у него произошла очень такие удивительная встреча там. И одновременно он сказал о том, что очень странно с этим мостом все, что вообще произошло. Потому что если вы вот с той точки, которую я сейчас снимаю, это северная часть, фотосъемка, да, северный берег, скажем так, после перехода моста, там сразу такое маленькое католическое, как сказать, это даже не собор, не церквушка, ну такой как бы, ну, естественно, католический эгрегор во все места силы лезет, где куда можно или не можно, все везде хочет, так сказать, отметиться, как-то примазаться, ну, потому что это намоленные тысячелетия места. Вот, и они там что-то такое соорудили, Дева Марии подобная, ну, то есть какая-то куколка стоит, вот, но от этого места, если там как бы видно, что подняться может по ступенькам только наверх, то есть вы поднимаетесь на одну террасу выше, по ступенькам наверх, попадаете на улицу. Вот на этой улице первый дом, который вы увидите, он, как это сказать, дома нет, есть только кусок земли, сейчас я покажу. Но это с другой стороны берег. Вот, соответственно, вот здесь вот показана синяя точка. То есть как только вы перешли на северный берег, ну, имею в виду, перешли этот мост, то фактически сразу, то есть это метров, я скажу, ну, наверное, 30, не больше. Как только вы поднялись, то вы попадаете вот, это улица с такими домами, и там стоят дома, соответственно, зеленого, это называется розовый фуксин, и оранжевого цвета. Вот по центру дом, на него выходят эти ступеньки. Сразу получается первый дом. Он продается. Там висит желтое такое объявление, что дом продается. На самом деле, вот то, что вы видите сейчас, такого цвета фуксин, стену, если вы за этой стеной ничего нет. То есть вообще ничего нет, в смысле там пустота. Я потом покажу снимки. Вот, он продается, и вот он рассказывал об этом доме. Вот, этот дом очень сильно заинтересовал и его, и меня, потому что дом сразу за мостом. И вообще, если вспомните, если вы знаете особенности мест, которые описаны в романах Карлоса Кастанеды, они такой как бы хорошей репутацией не пользуются вообще у людей. То есть люди их сторонятся, потому что с этими местами происходят странные вещи или странные, ну, так сказать, явления. Например, тот отель, который описан во всей последней четверти романа «Искусство сновидения», в котором та комната конкретно, да, в которой сновидели Карлос Кастанеда и Карл Тикс, самые последние главы романа «Искусство сновидения», она выгорела дотла. То есть только эта комната, она конкретно сгорела на втором этаже. Поскольку она выгорела полностью, то владельцы отеля, я, кстати, с ним встречался года полтора назад, они вынуждены были вторую часть отеля как бы, ну, отдать, и там сейчас находится, переоборудовать ее, отдали, она больше к отелю не принадлежит, там находится сейчас музей Кецалькоатля, музей города. Вот. Но этой комнаты больше нет. То есть если вы приедете в Тулу, то вам предложат комнату Карлоса, это соседняя с той, которая была, ну, самая близкая к ней, но фактически вот та оригинальная, где-то у меня есть фотоснимок той комнаты, кстати, могу разместить и в комментариях к этому видео, к этому посту, если интересно. Если интересно, поставьте плюс. Да, о встрече с видящими, все правильно, Сергей, да, сейчас я перейду и объясню. Это небольшое вступление, я просто объясняю, почему я об этом обо всем говорю. Вот репутация эта комната сгорела, потом этот самый отель, в котором Дон Хуан останавливался всегда в Мехико, это отель Дель Прадо, он
сложился гармошкой после землетрясения в 80-е годы. Соседний отель, если перейти улицу, в котором останавливался Carol Tix, назывался отель Regis, то же самое, он сложился гармошкой. То есть прошло землетрясение 80-е годы, все остальные отели простояли в центре, выжили, а эти два сложились гармошкой. Комната эта сгорела. Вот сейчас это дом, который с внутренностью такой полностью. Обрушенный мост – это все-таки как бы звенья одной цепи, так можно подумать или воспринять. И очень хотелось, ну, как бы вообще понять, что это за место. Вот он продается, то есть явно кто-то уехал с этого места, полностью уничтожив внутренности дома. Вот, и вот Андрей об этом рассказал, выслал снимок. И я в последнее время отношусь к такой как бы категории людей, которые, ну, вот прямо не рвется сразу что-то делать. Я прямо, так сказать, как-то оттягиваю время. То есть я как-то даю себе время подумать. И обычно я смотрю на знаки. Вот когда плотно очень идут знаки, вот почему-то идут знаки, конкретно это делать. Я просто иду и делаю. Вот у меня такая философия моего образа жизни последние несколько лет. Вот. И относительно этого дома тоже. Я специально не поехал, прямо я оттягивал, наверное, недели полторы. Но когда пошли знаки, я понял, что мне нужно ехать. Я взял отгул на работе, то есть туда нужно было ехать в четверг. Значит, в четверг, типа, я заболел, сел, и я на 3 дня приехал в Тулу. И вот там у меня произошла встреча, в том числе с видящими Тулы. Об этом я расскажу в ближайшие тоже 15 минут. Это интересно и уникально, потому что, ну, вот оно как-то так все вместе сложилось, и свои мысли вообще, что это за видящие, почему это место уникально, почему арендатор встречался именно в этой церкви, боковой часовне этого собора со всеми нагвалями Дона Хуана. Вот об этом во всем я расскажу вот в течение ближайшего полчаса. И про мост тоже, потому что как бы постараемся уложиться за 1,5 часа. Значит, что я сделал? В прошлый четверг я купил билет на автобусной станции Северного вокзала в Тулу, сел и поехал. Это просто у них стандартно комфортабельные такие, значит, как называется, автобусы. 2 часа он идет по хайвею, вот, и ты приезжаешь сразу в центр города, в Тулы. Вот, по таким вот хайвеям он идет, здесь вот конкретно Талтык изображенный. Когда я приезжаю в Тулу, там есть в центре 2 отеля. Один отель, исторический отель города. Именно в том отеле останавливался Карлос, именно тот его отель он написал, он называется «Реал Катедраль». Когда Карлос записывал свою книгу, там буквально есть текст, искусствосноведение, когда он прописывал, то там и есть текст, что он говорит, единственный отель в этом маленьком городишке. То есть на момент 70-х, там, году 80-х, действительно Реал Катедраль, двухэтажный отель прямо напротив собора, он был единственным в городе. Но с тех пор Тула разрослась, может быть, она увеличилась по площади, по населению раз в 5. И, соответственно, там сейчас уже не один отель, а порядка десятка отелей. Соседний отель, в котором имеет смысл останавливаться, который по комфортности, ну, наверное, самый высокий имеет комфортность, даже лучше, чем в Реал Катедраль, это Best Western, он в основном такой больше под бизнес. Вот я в нем останавливаюсь, я остановился в нем. И из-за окна, там окна его в основном выходят на север, как раз в сторону археологической зоны, в сторону пирамид. То из окна видно, там вот по этой зеленой полосе, если так сказать, просмотреть, то там как типа холм и Атланты. Вот наверху вот эти вот колышки, которые такие коричневые, это Атланты. Вот. И, соответственно, тот момент, когда я приехал, там был праздник, вообще какая-то книжная ярмарка. Вот я сразу описываю первый день, да. В первый день я вышел, это вот такой у них типа площадки, что ли, на которой выступают просто музыканты, вот. И рядом с этой площадкой находится центральный сквер, где как раз гуляли Дон Хуан с Карлосом, это описано в романах, что вот они там описывают. Там такая конструкция в центре этого сквера стоит, где такие как ворота, выходящие на 8 сторон, ну, как сказать, выходящие на 4 стороны света и на смежные к ним. То есть север, юг, запад, восток и, соответственно, северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. Вот. И была такая книжная ярмарка, вот я, значит, посмотрел, там куча книг просто, да, которые там за $2, это, например, как за 100 рублей. 100-150 рублей вы можете покупать, просто там огромное количество книг. Я все это рассказываю, потому что оно выстроит общую ткань. То есть оно как бы все к месту, на мой взгляд. Вот. И некоторые книги просто навалены вот так вот вперемешку, выбирай сколько хочешь. Вот такое кафе, которое раньше существовало со времен Карлоса, оно буквально закрылось 1,5 года назад.
Это последнее заведение в этом месте, которое было аутентичное на момент написания книг, потому что северная, восточная и южная стороны, там уже мороженицы какие-то, что только не продают, там какие-то интернет-магазин, ну, естественно, этого ничего не было 20 лет назад, там 30 лет назад и особенно вот. А вот это кафе, оно называется... ну, типа колокола или колокольня, можно образно перевести. Там не менялся интерьер с 70-х годов, оно прям вот реально функционировало, то есть те, кто... Оно такое, как общепитное заведение, я уверен, что там и Карлос завтракал, и когда приезжали группы, вот, которые Клэр Дрин набрал, когда читали они лекции, они в этом кафе могли заходить, тоже завтрак, оно очень удобное, оно выходит окнами прямо на сквер, на центральный сквер. Там я, кстати, купил... ну, поскольку оно закрывалось, вот, колокол, по ком звонит колокол, вот, прямо вот, ну, изображение колокола, потому что там в интерьере висели колокола. Сейчас его больше нет, и вот там продают сумки какие-то, какую-то лабуду. Очень жаль, что вот последнее заведение, его больше нет, оно закрылось. Соответственно, там стоит шарманчик такой же, как в Мексике, ну, в центральном, Сокола в центральном районе З они не произносят, Сокола, вот. И вот значит, сейчас я включусь, значит, получается, что у нас, значит, это первый день, когда приехал, я дошел до этой, значит, до этого кафе, пошел дальше по улице Кецалькоатля в сторону моста. Очень кратенько просто скажу, что мост действительно, я пришел, он обрушился, я записал прямо видео там на месте, видеосъемку, ее все пропускаю за неимением нам большого количества времени, и я по другому мосту обошел его с северной стороны. То есть я обошел с северной стороны. Я еще раз, когда к нему подходил, я отметил, что у меня прямо вот, меня там мутит немножко на этом мосте, то есть как бы зона пупка, она очень себя ведет напряженно. Она прямо ведет напряженно, она что-то внутри меня, то есть нагуальный мой центр, он реагирует на это, и такая турбулентность возникает. Вот, когда я обошел его по соседнему мосту, поднялся на север, то, значит, я, ну, все там зафотографировал, заснял, но сейчас покажу хорошо на это самое, хотя бы внутренности эти, сейчас, секунда. Значит, расшарю фотографии, и мне еще дополнительно удалось поговорить, значит, с теми, кто живет там, с их соседями. То есть я прямо на видео записал, значит, ну, записал, значит, интервью с ними фактически. Вот. Ну и тут заодно привожу карту мостов, то есть центральной части у Тулы, вот по цифрами 1, 2, 3, 4, это такие, ну, мосты, особенно 1, 2, 3, значит, все их обходил раньше, наш мост, который рухнул, это мост номер 2, а вот 4 – это более современный мост, и на большем расстоянии находятся мосты 6 и 5. До мостов 6 и 5 раньше я никогда не доходил, фактически как бы просто не рассматривая их как интересные варианты для исследования, потому что они находятся в западной части города, и мне казалось, что Тула на тот момент, она вообще там, этого города не было, не росла. Зачем прокладывать мост за пределами города на расстоянии на большом, вместо того, чтобы проложить как, ну, удобное транспортное средство внутри маленькой еще Тулы, поэтому вот я 1, 2 и 3, 4 посетил, а мост номер 2 – это наш мост. Когда вот находишься на месте рухнувшего моста с северной стороны Северного берега, то виден вот так собор города виден, в принципе, виден очень хорошо. Вот, и, соответственно, значит, дальше вот сами эти вот те дома, которые находятся с той стороны, потому что информация в книгах есть о том, что сразу, как только вы переходите мост, там находится дом Сильвия Мануэля, и буквально на расстоянии нескольких десятков метров. Соответственно, была версия, что, может быть, вот этот вот дом, который с отсутствующей внутренностью, является домом Сильвия Мануэля. Такая была рабочая гипотеза. Вот, дом продается, не знаю, они, наверное, будут его продавать еще там десятки лет, потому что внутри, вот за этой решеткой, скажем, видно, что внутри него просто снесено все. Я не знаю, зачем нужно было сносить стены, крышу, вообще все выносить из этого дома. Там фактически пустырь. То есть пустырь зажатый двумя другими домами, оранжевого и зеленого цвета. Ну вот это вот реальность, да, странноватая реальность. Я даже хотел назначить, было, там же телефон приводится, да, дом продается, appointment, la cita, да, по-испански, и поговорить с ну, ритейлер, да, кто там продает, вот, ритейл этот самый,
немножко об этом доме, вот, но так сложилось, что я, во-первых, как бы там походил, пообщался с местными, вот, а потом у меня произошла видеосъемка, значит, соответственно, ну, она произошла непосредственно с соседями этого дома. Я просто сейчас так включу, чтобы дать понять, как бы, да, и кратенько, мы не будем, опять же, на этом останавливаться, потому что более интересные вещи произошли чуть позже. Сейчас, секунда, я, значит, просто включу на компьютере фрагмент, и вы сможете просто, ну, в смысле, так сказать, посмотреть. Сейчас мне нужно, соответственно, здесь выключить, здесь развернуть, так, и здесь запустить. Это с компьютера. Но это дает впечатление об этом месте тоже. Оно тоже интересно, об этом чуть позже. Так, все максимизируют. Мексиканская Тула де Allende – это городок, который стоит поверх древней столицы Талтека. Может быть, тихо слышно сейчас? Если вы смотрите, то вы увидите рухнувший мост. То есть вот одна опора моста, вторая опора моста, нависающие эти самые канаты, и весь мост рухнул в реку Тула, это река Тула, и это сакральная линия на самом деле. То есть мы отсюда не увидим, ну, скажем так, можем попытаться увидеть. Вот в той стороне, вот там вот, за ветками, находится... вот он виден, в принципе, так смутно. Находится главный собор города Тула де Allende, вот он. И вот сейчас по центру видите колокольню. Ну, я просто описываю, что там видно с моста, я чуть пролистаю, потому что там интересно другое. И Карлос, который стоит поместье, это, естественно, сейчас христианская церковь, портальное место, она стоит по зону. Если кто-то об этом не знает, прочит на мосте. Вот эти дома, я просто развернул камеру. Потом фиолетовый, такой не фиолетовый, его называют там маджента, наверное, цвет. Ну, цвет маджента или розовый фуксин, да. Ну, нет, это не сиреневый, фиолетовый. Сиреневым его не назовешь, и фиолетовым и за ним оранжевый. И все это находится как раз в непосредственной близости от рухнувшего моста, потому что рухнувший мост вот здесь, то есть нужно было только вот сюда подняться. Вот от моста, где опора вот тут вот, вот так вот подниматься, вот сначала туда, потом вот сюда. Это всего лишь где-то метров 20. Вот так вот 20-25, да. И вы попадаете вот на эти дома. Ну, тоже пролистываю. Вот видите, девушка подошла к соседней дому, оранжевой. Она живет в этом доме. Она зашла, слушайте, я протормозил. Я прямо решил этим воспользоваться. Сеньора, пердонаме. Ну, сеньорита, наверное, или принцесса. Я немножко говорю по-испански, поэтому мне, ну как, более-менее говорю. То есть я расспрашиваю о том, кто жил в этом доме. Номер arriba para como hacer la cita. В общем, для экономии времени мы это все пролистываем. Потом вышла, ну это ее ребятенок вышел, девочка, потом, значит, вышла ее мама, которая в Туле давно живет. И мне удалось записать то, что они рассказали об этом доме и о хозяине этого дома. Это все записано. И потом мы с ней даже отправились в сторону встретиться вместе с, ну, в смысле, встретиться с местным, ну, Бруха они, как сказать, так не называют, с местным целителем, у которого магазинчик с растениями сил находится буквально в шаговой доступности от этого дома. Сразу за ним, вот за ним на улице, которая севернее. То есть это как серпантином идут улицы, это тоже очень интересно, честно говоря, да. Прямо вот дома нет, внутренности пустые. Но если подняться еще на один уровень выше, там находится некто, какой-то целитель, который держит эти самые лавку с растениями силы. Я у него тоже, значит, с его женой поговорил, записал все данные. Вот, и про то, что вот эту всю информацию я собрал, но когда я ее собирал, я прямо чувствовал, что меня что-то, какая-то сила меня приглашает, ну, на время это место покинуть. Оно очень интересное, такое уникальное тоже, скажем так, необычное,
для Тулы, вот, оно явно необычное, там продолжение следует, как говорится, вот. Но мне нужно было вернуться в собор. Значит, я вернулся в собор, и вот там произошла некоторая встреча. Сейчас я просто разверну, значит, ну, в смысле, не разверну, а поставлю. Да, зачитаю второй вопрос, значит, и расскажу о встрече, с кем я встретился, что это за группа, почему я считаю, что это группа видящих, какие критерии, то есть почему, каковы критерии видения вообще, да, какую информацию они скрывают, вот, и как к этому ко всему относиться, вот об этом. Значит, ну, соответственно, если у вас под рукой ручка, листочек, вы можете написать номер 2 цифру и ответить на второй вопрос искусства сновидения. А он следующий. В чем, согласно Дону Хуану, состоит пересечение вторых врат сновидения? Ответ А. В сновидении увидеть себя, то есть свое физическое тело спящим. Ответ Б. Увидеть в сновидении свои руки. Ответ С. Когда просыпаешься из одного сна в другом сне или использовать объекты сновидения для переключения на другой сон. И ответ Д, когда тело и энергия путешествуют в особые конкретные места. Еще один раз я повторяю, значит, ответ А – это в сновидении увидеть себя спящим, свое физическое тело, Б – это увидеть в сновидении свои руки, С – это когда просыпаешься из одного сна в другом сне или использовать объекты сновидения для переключения на другой сон, и Д – когда тело энергии путешествует в особое, энергетическое тело путешествует в особые конкретные места. То есть выберите одну цифру, напишите, то есть А, Б, С, Д, это в чем, соответственно, состоит пересечение по смыслу вторых врат сновидения. Потом я зачитаю в конце, значит, правильные ответы, комментарии к ним, и мы определим победителя, и, соответственно, для победителя будет пара подарков. Значит, продолжаю. Я вернулся в собор. Сейчас я прям вот подключу все фотографии с этим связанные. И там вот оно все случилось. Причем интересно в плане того, как оно все случилось, в том, что я ведь раньше жил в Туле, то есть я прямо вот, жил несколько месяцев. Вот. Но для меня в тот момент, когда я там жил, можно сказать, двери оставались закрытыми. Но сейчас, в последнее время, что-то происходит, и они прямо начинают открываться. Почему они начинают открываться, вот сейчас я об этом расскажу, и почему это интересно, почему это уникально, и как это связано с романами, соответственно, Кастанеды. Вот. Ну, перед входом на ступенька собора, перед входом там торгуют всякими фенечками. Там есть всего 2 места, где, фенечками имеется в виду, что индейцы плетут что-то там из бисера и продают. Вот. Всего 2 таких есть подхода со ступеньками, на обоих продают, и в романах Карлоса Кастанеды было описано, что на этих ступеньках периодически можно было увидеть, в тот период, когда там типа жил Карлос, можно было увидеть и Дона Хуана, и Дона Хинара, которые прикидывались нищими города, разыгрывали себя нищих, и, соответственно, вот они, так сказать, там он периодически мог их найти. Но вот на этих ступеньках имеется в виду, не сейчас, потому что они ушли. Вот. Значит, соответственно, по ступенькам поднимаетесь, там собор, вот эти вот фенечки, все их пропускаем. Это вот как он выглядит, то есть здание собора в марокканском стиле, то есть марокканский стиль, потому что это стиль Протереску, это Южной Испании, когда Испания была под арабами, по-моему, 5 веков, очень большой период времени Испания была под арабами, то вот такой, скажем, напоминающий в том числе крепостные стены стиль, но это собор. Вот внутрь, когда вы заходите, то потом я покажу структуру собора. Там внутри находится большой центральный зал. От этого центрального зала есть большие такие помещения, выходящие вправо, то есть баптистерии, где они обряды крещения христианского проводят, и еще вторая часть, которую они используют под склад. А слева, когда вы заходите от этого центрального зала, если вы головой находитесь к алтарю, там такие боковые проходы. Один так сказать, в такую в кабинку, где, это же католическая якобы церковь, да, занимаются исповедью люди, то есть, а в другой, вот когда вы заходите, вот то, что вы видите сейчас на экране, это как раз то, что вы видите во втором проходе. Это проход в здание отдельной церкви, которая стоит поверх древнего талтекского храма, который был сооружен в честь Кецалькоатля.
именно в этой церкви происходили все встречи арендатора с наглавами линии Дона Хуана. Почему они происходили именно здесь, тоже об этом скажу через 2 минуты, это установленный факт. Вот если сверху вы посмотрите на сам собор, то вот вы видите сейчас, это центральная такая зона, вытянутая такая колбасня, вот от него такие 2 таких квадрата больших на юг, ну, вниз, да, то есть это баптистерий и вторая часть, которая больше используется как склад, а на север 2 такие, как бы 2 таких рукава зелененьких, один левый это в сторону ну, кабинки, где исповедь, значит, принимают исповедь, а вот справа, прям видите, там купольное даже такое небольшое сооружение, это вот боковая церковь. Цена именно она. Цена именно она, почему она цена, почему арендатор встречался именно в этой церкви со всеми, вот об этом чуть позже. Но если посмотрите еще на фотографию чуть вверх, то увидите оранжевым обведен отель Реаль Катедраль. То есть это тот первый отель, в котором Карлос жил, писал роман «Искусство сновидения». Он прямо находится к северу от собора, и, соответственно, если вы в центральной части собора будете проводить линию в сторону пирамид с атлантами, то она пройдет через правую часть собора, которая выгорела, и где сейчас находится музей Кецалькоатль. Собор вот выглядит вот так. Когда вы в него заходите, там, значит, по центру изображен в виде голубя Святой Дух, вот такое солнце, вот, а внизу нечто стеклянное, такое в виде завихрения такого, из разного цвета стекла, то есть там красный, синий, ну все цвета, наверное, там, так сказать, перечислены. По центру центральный объект этого зала. Что это за объект, никто не комментирует, никто не говорит, никто не знает. Моя версия, что это на самом деле и есть символическое изображение энергетического тела. То есть это флюид, это, не знаю, там, сказать, эфирное тело, это энергетическое тело, это наше тело сновидения. Более того, там очень интересно, вот если вы сейчас обратите внимание на фотографию слева, там написано цитаты из Библии. То есть концовка цитаты, по-моему, она на увеличенной фотографии потом будет позже, написано «И есть мое тело», «Микуэрпу», да, изображено, вот это вот изображено. То есть наше энергетическое тело человека и есть наше, можно сказать, истинное тело. Вот, ну, дополнение к нашему физическому, которое дается, потому что физическое нам дается временно. Вот, значит, и вот от этого зала слева-справа такие изображения странноватые. Сейчас, может быть, и не на фотографиях. Вот, да, вот изображение слева, там изображен Иисус, с Девой Марией внизу стоящие в такие черные одеяния, все завернутые фактически Изида под покрывалом. Вот, значит, справа изображен вот такое скульптурное изображение чувака. На самом деле это никто иной, как Топильцин, это предводитель талтеков, потому что вы видите, он карлик, ну не карлик, ну, скажем, маленького ростика человек, и он обнимает тростник. У них считалось, что, и более того, там надпись внизу, вот внизу написано «El Señor de la Caña». Канья – это тростник, то есть это сеньор первого тростника. То есть первый тростник – это он, все талтеки – тростники, это вообще отдельная как бы философия их. Ну, конкретно это цивилизация, мы ее не касаемся, но смысл в том, что в этой церкви друг напротив друга находятся 2 объекта, которые, ну, можно сказать, соединяют современную традицию, да, имеется в виду христианскую, да, Иисус изображен, и традицию древнюю, талтекскую, изображен их предводитель. Первый тростник прямо друг напротив друга, этот фактически замаскирован под Иисуса, потому что у него, значит, такая в красное одеяние, он завернут в него, но его держат сейчас как завернутым, он завернутый такой, там не видно, что тростник, но иногда они, видите, его развязывают, распаковывают, и тогда видно, что это первый тростник, что это Топильцин, предводитель талтеков. Самый известный реформатор, фактически считается, что это было земное воплощение Кецалькоатля. А вот как выглядят 2 центральных объекта. Этот у них флюид или энергетическое тело по центру. Вот оно же. И ну, когда входишь в собор, центральный зал, как он выглядит, такой залитый светом, да. Главный триптих, да, ну не триптих, так сказать, но это триптих, по-моему, потому что триптих – это когда тройное изображение чего-то или тройное что-то, да, то есть… По-моему, это не только к музыке, а к изобразительному искусству тоже относится. По центру на деревянной основе изображена фактически такая, не знаю, как икона центральная, что ли, да. Она очень странная. У меня есть отдельный пост на эту тему. Если вам интересно узнать о объектах, изображенных на этом центральном зале, на этом как бы
на этой иконе, то отдельно есть разбор. Там просто смешение полное символов, но если вы сейчас присмотритесь, вот я сейчас постараюсь увеличить. Самое главное, вы посмотрите, здесь изображен Иисус такой с накидкой, да, слева от него красным изображен Кецалькоатль, такой извивающийся. По контурам он напоминает, полностью повторяет контуры накидки самой. То есть белая накидка и красный змей такой Кецалькоатль, да, он, ну, то, что он пернатый, то, что это не змея, а именно Кецалькоатль, пернатый змей, видно потому, что у него, видите, там они так изобразили, так немножко стилизованно, замаскированно, на хвосте такие прямо как перья идут. Это пернатый именно змей, это не просто змея какая-то, не просто змей. И более того, она на теле Иисуса, она поверх него. Она вообще поверх Иисуса. То есть если вообще вещи называть своими именами, это не совсем христианский храм. Это языческий храм, который выдает себя за христианский, чтобы не конфликтовать с современным христианским религиозным эгрегором католической церкви. Но все символы толтеков, именно языческие, они, так сказать, встроены, втравлены, замаскированы внутри этого храма. Даже тот же топица, он замаскирован под типа Иисуса. На самом деле, тот, кто не понимает, он не поймет, что это не Иисус никакой. Вот. Значит, это все пролистываем. Я когда пришел, эта боковая часовня была пуста. Соответственно, я там немножко вышел, погулял, потом вернулся, и я ждал этой встречи. Вот здесь вот написано, с испанского написано «Este es mi cuerpo», это и есть мое тело. Вот этот флюид, который изображен, тоже очень интересный момент, обратите внимание. То есть наше энергетическое тело и есть наше истинное тело, грубо говоря, если переводить на русский язык просто простыми словами. И вот я ждал, и, значит, слева еще упомяну, вот это вот изображение, оно очень странное, оно тоже очень странное, потому что у фигуры Иисуса периодически меняют набедренную повязку, вообще переодевают в разные цвета. И то, что это в этом месте встречался, значит, арендатор с нагвалями Леонидо Нахуана, это было еще опубликовано в статье, которая была на английском написана. Карл Тикс, это то же самое изображение, то есть вот Иисус слева, он вот здесь вот справа, просто он поднят еще выше, огромные подсвечники, которых нет с тех времен. И вот по этой вот лепнине, которая в углах, видите, да, вверху, под потолком, здесь вот, наверное, вот видно сейчас в одном месте, это именно этот зал, он один такой, именно в этом зале происходили все встречи. Отметьте для себя такой момент. Вот посмотрите на это фото, вот фото. Это фото, фактически фотографии, которые, лет 40, наверное. То есть это фотография того, как выглядело место встречи арендатора. Почувствуйте его энергетически. Просто почувствуйте, вот, какое у вас впечатление идет от него. А сейчас посмотрите на фотографию, которая слева, вот на эту. Но она, соответственно, совсем другая. Как Таня сказала, не знаю, сейчас я просто не буду смотреть, да, Таня, может быть, есть у нас из Крыма, которая Иосифова, она сказала, что этот зал, такое впечатление, что он как обесточен энергетически, имеется в виду, что тот зал, в котором происходили все встречи арендатора, он энергетически в настоящий момент выглядит как обесточенный, что-то в этом действительно есть. Я лично склонен с таким впечатлением согласиться, у меня похожее впечатление. То есть как будто бы той энергии, которая была раньше, ее вообще больше нет, все. Вот этот вот очень странный Иисус, эту Деву Марию, как у нее разворачивают. Вот, допустим, вы смотрите, здесь на нем белая повязка, как это называется, набедренная повязка, да, здесь черная, они это периодически меняют. Это никак не связано с религиозными праздниками, то есть я думаю, это все равно такая прошивка их представлений древних. Фактически они молятся так сказать, имею в виду те, кто реально прихожане этого храма, которые заходят в боковую часовню, а не в центральный зал, то они молятся согласно знаниям и традициям своих предков на что-то, что вообще установить очень трудно. То есть с религиозными праздниками католической церкви это никак не связано. Периодически не гасит вот этот вот прямо элементаль, или как его, так сказать, тут можно назвать такой флюид, вообще все гасит. То есть был свет, потом света нет, это не недостаток электричества, сразу скажу. Это очень все странно. Потом зачитаю все, что в комментарии, да, в конце. Соответственно, здесь приводятся статьи. Есть такая книга Эйми глава из книги Эйми о смерти советчицы арендатора. Там фотографии центрального зала, входа в собор. Видно, что энергетические места совсем другие. То есть в какой-то момент сейчас они, можно сказать, обесточены в этом соборе, а раньше были наполнены определенной такой энергией, я бы сказал, древних магов.
Потому что энергия такая немножко, такая прямо она, сейчас я не могу это выразить, да, но она тяжеловатая, она прям тяжеловатая, чувствуется тяжесть, чувствуется что-то такое. Я ее не оцениваю как негативное, потому что все это оценки личной интерпретации, там позитивно-негативно, она, ну, это другая энергия, она прямо чувствуется, прямо, ну, вот другая по сравнению с тем, какая энергия сейчас в соборе. Значит, с ВК мы прощаемся. Если вам интересно посмотреть в записи оставшейся части, то поставьте плюс в комментарии. Мы с вами прощаемся и продолжаем только на YouTube и в нашей Zoom-сессии. Вот. Всего доброго. Надеюсь, вам было интересно. Значит, и, соответственно, давайте небольшую паузу сделать. Читаю третий вопрос. Третий вопрос из-за значит, опроса. Какое количество врат сновидения, которые должны были значит, пересекаться, преодолеваться последовательно, согласно учению Дона Хуана, существует? Соответственно, ответы А, Б, С, Д. А – это 4, Б – это 5, С – это 6 и Д – это 7. Еще раз повторяю. А, Б, С, Д, А – это 4, Б – это 5, С – это 6 и Д – это 7. Вы можете отметить для себя тот ответ, который вы считаете правильным, и мы переходим дальше. Значит, в какой-то момент, сейчас со встречи со свидетелями, в какой-то момент в этой вот боковую часовню, где и прошли все встречи арендатора, стали приходить люди. Стали приходить женщины такого пожилого преклонного возраста, им явно, так сказать, видите, седые волосы, им явно там за 60, я думаю, порядка 60. Причем, если вы обратите внимание, вот две женщины передо мной сидят слева и справа, вот на правой, который поближе к этому, они все смотрят на этот вот элементаль, на этот сгусток стеклянный. А у нее, у женщины справа, сидящей поближе к этому сгустку, такая, так сказать, полоска красная, да, и ведет вокруг шеи. Это не декоративная вставка для ее платья. Она, придя в в эту боковую часовню, сев, одевает ее. Это элемент принадлежности к ордену. Вот. Потом такую же вставку надела и левая. В общем, вот они сидят, они молятся. Значит, потом их стало больше, и началась служба. Значит, началась служба. Я никуда не уходил, честно скажу. То есть значит, мне захотелось, не быть каким-то изолированным, так сказать, куском, там, ломтем, да, а как-то вот энергетически участвовать в происходящем. Даже если это, как бы ничто во мне не противилось этому. То есть мне, в принципе, я почувствовал, что я хочу. В определенный момент я занял дистанционную позицию, а потом я понял, что хочу. Соответственно, раздавалась книга, откуда они читают тексты. Потом больше гораздо народу стало. Вот эта книга. Я специально, значит, заклеил. Это ритуалы, значит, официальные ритуалы названия этого общества. Там два слова. Второе слово ночное, ноктюрно, да, мексиканское. Вот. Соответственно, тот, кто сегодня выиграет, больше узнает подробности о том, что это за общество, когда они встречаются. Всю информацию вышлю лично. Это один из подарков будет. Те, кто выиграет в вопросе викторине. И я попросил, я не попросил, да, я как бы там такие как книжечки, что ли, видно было, что они из них зачитывают. Я попросил такую же, мне принесли, вот дали. И, значит, я прямо, тоже вместе с ними читал. Интересно, что когда ты читаешь, прям такая какая-то групповое, получается, поле, групповая такая энергетическая настройка. Она, я честно признаюсь, она очень умиротворяющая. Вот прямо сам входишь в такое состояние вместе с другими, когда они читают. Понятно, что я не понимаю, что они там читают на испанском. У меня испанский, в принципе, есть, но не хватает, там же более сложный текст идет, по сути, религиозный. Вот. Она такая вот именно умиротворяющая. Смотрят они вот на этот элементальный, этот сгусток стеклянный. Но потом, значит, соответственно, тот, кто мне дал эту книжку, он, значит, ушел готовить главную католическую церковь в центральный зал. Это вот, как знаете, отдельное совершенно помещение. Вот. И я немножко полистал эту книжку, а потом я не знал, так сказать, могу ли я взять с собой, должен ли. Я решил, что я, наверное, ее куплю, вообще оплачу, просто потом приду и плачу там завтра. И забрал с собой и ушел. И ушел вообще из этого собора. Когда я, значит, листал, значит, вечером, то я обратил внимание, там очень много про эспириту. То есть постоянно говорится сеньор, сеньор, сеньор. Очень редко в тексте, вот тут видно, да,
Де Мария с левой стороны внизу, да, то есть они и Иисус тут упоминают где-то, и Марию, но огромное количество в тексте идет сеньор и эспириту. Вот, и, значит, сразу скажу, что в определенный момент, когда шла служба, значит, я не знаю, почему прямо во время службы у меня возникло такое желание, чтобы вот у того, у кого были ключи к помещениям собора, его попросить открыть для меня некоторые помещения. Прямо вот именно во время этой службы у меня прямо не дождаться конца, а именно во время возникло. И я подошел к нему, значит, и такой интересный момент возник. Ну, как это называть? Это называется телепатией, по сути, да. То есть ты общаешься с человеком, просто остаешься, ну, как вот я оставался в такой уважительной позиции, очень уважительной ко всему происходящему здесь, к этому эгрегору, может быть, к этому ордену, да, может, это секта, называем ее религиозной сектой, да, ну, вне зависимости, во что они там верят, вот, это их территория, это их традиция, есть причины, почему они обращаются к энергии этого места, и причины, почему они верят в это, а не в то. Вот. Но я прямо вот транслировал, я, так сказать, ну, я не продавливал, но я прямо его как транслировал ему свое намерение, что мне нужно, я не знаю почему, это я немножко, так у меня мозги немножко, я в таком измененном состоянии сознания находился, то есть я почему-то выбрал именно этот момент, и прямо вот мне нужно было в этот момент это делать, я не знаю почему. Может быть, сработало, что во время этой вот службы как раз я это делал. Я его просил открыть ну, те помещения, в которых я не был в соборе. То есть мы прошли в правую часть собора, где баптистерии, вот второе это помещение, потому что оно всегда было закрыто. Там, где баптистерии, у меня есть видео, там колонна храма Кецалькоатля до сих пор используется под чашу с водой, ее эти самые католики оприходовали. Вот. По второму этажу очень интересные росписи и фрески идут, которым несколько сотен лет, их нужно отдельно рассматривать, изучать, это очень, реально очень интересно, там есть очень интересные из них, странные такие вот, и это не новодел, не 50 лет, не 100, им столетия, вот. То есть тут период, часть из них, по крайней мере, помещались на стенах, когда, видимо, он в основном был построен в 16 веке. Вот. И я посмотрел соседний зал, потому что я не знал, что рядом с баптистерием. Я понял, что там склад, поэтому я понял, что это склад, там ничего интересного. И я вернулся к этому залу, вот, где служба эта велась. Значит, вот в этом зале, если обратите внимание, здесь не видно, вот здесь вот видно. Слева дверь такая прямо вот, ну, дубовая, деревянная, точно такая же симметричная, стоит справа от часов. Там часы периодически бьют, вот. И я понимал интуитивно, что самое ценное – этот зал. И не просто так этот бросивший вызов смерти появлялся именно в этом зале всегда. В центральный зал он никогда не входил. Все встречи происходили, потому что описывал Карлос, потому что описывал Кэрол. Кэрол описывает буквально это самое в своих лекциях. Это, ну, в своей лекции, когда у нее контракт произошел с арендатором. Мне хотелось понять, что находится за этими дверьми. Там две двери, слева и справа. Значит, мужик, ключник, с которым я обращался, он сказал, что я могу тебе открыть, если хочешь. Я говорю, конечно, хочу, давай откроем. Значит, он мне открыл левую дверь, он говорит, тут, говорит, просто музей, типа, да, простой, обычный маленький музейчик с их тоже с складом, вот. Он открыл левую дверь, я зашел в эту левую дверь, которая вот, где рядом там Иисус с Марией в черном одеянии, с этой Изидой под покрывалом, вот, зашел, там действительно склад, то есть там бардак, то есть там куча всего-всего, какого-то барахла, который имеет какой-то пластмассы, там папье-маше. Но среди этой пластмассы в левом совершенно зале очень ценно то, что там находятся две огромные картины. Они практически черные по цвету. Ну, то есть, скажем так, это картины, которым 400-500 лет. Я прям так энергетически там, я не знаю, у меня ладони очень хорошо сканируют прям. Вот я прям энергетически так вытянул руки, я просто почувствовал энергетику определенную. Но это принадлежность христианского эгрегора, эти картины. Но интересно было посмотреть, что на них изображено. Они огромные во всю стену, я не знаю, там метров, наверное, в высоту, метров, наверное, 2,5-3, и в ширину, может быть, метров 6. То есть это огроменные их полотнища, которые
в их запасниках там что-то складируется где-то, да, прячутся. Соответственно, было понятно, что дальше надо проходить, что здесь ничего ценного, интересного нету, что вот эти вот просто картины принадлежности католического эгрегора, их папье-маше пластмасса, который без энергии. И он открывает дверь и заводит меня в помещение, которое следующее, вправо. Я захожу в это помещение, и там свет не был включен, и там много всякого другого барахла. Я нахожусь в этом помещении, и я вот прямо чувствую, что что-то, вот где-то здесь оно. Скажем так, вот у меня один из тотемов, ведущих тотем совы. Сова – это тотем, который хорошо занимается поиском. Она чувствует, ну, как сказать, тотем, который помогает найти энергию. Энергию, информацию, там, человека пропавшего, это все про это же самое, да, место на карте где-то. Это все особенности этого тотема, он может включиться, энергетически помогать в поиске информации. Как он помогает? Ты просто чувствуешь, где энергия, и туда идешь. Вот смысл в этом, если кратко. Я просто чувствую в этом правом зале, что что-то здесь есть, но я никак не мог понять, что, потому что меня окружало какое-то барахло из пластмассы. Вот. Ну, хорошо, на этом остановились, вышли из этого правого помещения, значит, вышли через эту левую дверь, значит, и я ему говорю о том, что, ну, я вот хотел бы спуститься в подземные ходы. Он сразу напрягся, этот ключник, он сказал, нет, это невозможно. Я таки, ну, как говорится, я его не продавливал, потому что я считаю, что, ну, это бессмысленно, да, это насилие такое прям, вот если человек вот не хочет прямо, да, вот это самое. Но мне было интересно узнать, почему невозможно, потому что смысл в том, что секрет этого собора, его уникальность состоит в том, что современный собор Тулы-де-Альенде соединен лабиринтом подземных ходов с сакральной зоной Тулы, со столицей, где находится археологическая зона Тулы, сейчас где находятся пирамиды с атлантами, там, значит, идут не один ход какой-то, да, а вообще подземные ходы, их множество, и это знают все местные. Эти ходы все там, ну, скажем так, были завалены, большинство из них завалены изнутри, там, особенно в районе там реки, где под рекой надо проходить это все. Это как прямо река Смородина, да, то есть переход из мира яви в мир потусторонний, вот, на символическом уровне. Вот. Почему-то вспоминается Кроули, потому что у Кроули такая же штука, у него дом, построенный ну, это маг известный, такой черный маг в Британии, у которого своя система Таро, которая называется Таро Тота. Так, волей судьбы я был в Шотландии, в месте, где у него стоит вилла. У него в основном два таких как бы дома. После него остался один в Чефалу, где была его комьюнити на Сицилии, а второй в Шотландии, рядом с озером Лохнесс, где лохнесское чудовище обитает, якобы, вот, или предполагалось, что он там обитает. Вот в эта вилла его, которая, когда он там жил, где он, ну, много чего, кстати, написал, ну, в плане магических каких-то кодов, он вот именно когда жил на этой вилле, он творил довольно неплохо. У него там подземный ход идет от этой виллы к кладбищу, которое находится на берегу этого озера Лохнесс, старинное кладбище, где где вот эти вот тамплиеры, когда бежали в Шотландию, там есть захоронение там 13 века, 14, 15, то есть оно старинное кладбище, прям как будто вот этот, ну, аналогия сейчас у меня просто всплыла, что почему-то соединяют мирскую зону с сакральной зоной через именно подземные ходы. Здесь тоже какие-то подземные ходы под собором. Туда никто никого не пускает. Значит, археологи копали и решили, что это небезопасно. Все это замуровали. Значит, и под собором и было несколько входов, прямо спусков в этот подземный лабиринт. Один из них находился прямо под колокольней. Вот этот вот самый высокий такой колокол, наверху такая доминанта до этого собора. Другое место прямо под алтарем в центральном зале и дополнительно места вот в этой вот боковой церкви. Значит, он отказался меня, значит, спускать. Естественно, там по лабиринтам не походишь, там просто спускаешься и видишь вход, ну, в преддверие такое, вот. Попадаешь, значит, это пока все, значит, сейчас я следующую порцию зачитаю вопрос и перейдем к следующему. Значит, четвертый у нас вопрос – это когда неорганическое существо материализуется в нашем видимом мире тоналя, что испытывает человек, перед которым такое существо материализуется.
4 варианта ответа. А. Человек испытывает приступы тошноты и рвоты. Б. Тряску или очень сильную дрожь. С. Приступы беспричинной тоски. И Д. Ощущение безмерного счастья. Еще раз повторю ответы. А – это приступы тошноты и рвоты. Б – это тряску и сильная дрожь. С – это приступы беспричинной тоски. И Д – ощущение безмерного счастья. Это когда неорганика материализуется в мире в тональном нашем, и вы ее чувствуете. Выберите ваш ответ, напишите напротив цифры 4. У нас еще 6 вопросов осталось. Побыстрее в конце зачитаем. Значит, я, соответственно, сейчас просто следующую загружу порцию и продолжу свою историю. Но мы где-то половину, наверное, может, даже больше уже я вам рассказал. Значит, я сейчас просто расскажу, что стало происходить в следующие дни. Оно тоже имеет отношение прямое, значит, к этому событию. Значит, в этот день что я успел сделать? Я сходил на место, я приводил вам раньше схему, вы обратили внимание, наверное, да? Я приводил вам схему мостов, там было 4 моста, которых посетил, и на отшибе на западе 2 моста, 5 и 6, до которых я не доходил, но о которых поступила информация буквально последние недели, что один из них может быть мостом мощеным, который описан в книге «Искусство», не в «Искусстве сновидения», а в других книгах он описан, по-моему, в «Даре орла» он есть, и в «Сказке о Силе», которые они пытаются перейти, колониальный так называемый мост. Было понятно, что на висячем мосте, который рухнул, меня мутит, то есть место точно какое-то заряженное, но, объективно говоря, он на колониальный не тянул. То есть там это навесной мост металлический, скорее всего, постройки конца 19-го, начала 20 века. Вот, соответственно, мощеный, я просто не мог понять, это метафора или не метафора, но я решил проверить эти мосты, которые в западной части города есть. И в тот же день, когда еще вот с этим я встретился, я прошел, значит, в сторону до моста номер 5, на номер 6 я не заходил, и сразу увидел этот мост мощеный, булыжником. Стало понятно, что именно в его Карлс писал в романе именно этот мост. Я проверил свои ощущения, они тоже были в этом месте, когда ты проходишь. Зона пупка вызывала турбулентность, но гораздо меньше, чем тот навесной, который рухнул. Оба моста, объективно, то есть если бы я вообще за то, что я всегда признаю, если как оно есть, да, то есть не буду там что-то подкручивать, то есть я отмечал реакцию тела в обоих местах. Мощеный мост действительно походил на тот, который описан в книгах. Почему он на таком расстоянии от города располагался, было непонятно. Оставались еще вопросы, на которые я получил ответ в течение следующего дня, второго дня. Значит, утром второго дня я, соответственно, выпил кофе и встретился с сеньором Августином. Вот этот сеньор Августин, он у вас сейчас на фото. Это мужчина, которому 72 года. В чем его ценность? Он житель Тулы. Он родился в Идальго, как я понял, все-таки не в Туле, но практически всю свою жизнь прожил в Тула-де-Альенде. Он местный житель, и он интересный очень мужчина исходя из нескольких соображений, да, по нескольким соображениям. Во-первых, он очень такой интеллектуально развитый, образованный. Например, не каждый мексиканец вам назовет хотя бы одного писателя. Скажем так, если я вас спрошу, какое количество, назовите мне мексиканских писателей, которых вы знаете. Вот мне интересно, да, не знаю, много ли из вас назовет хотя бы одного. Точно так же мексиканцы, они знают, что есть такая Россия, что Советский Союз, что вообще для них это что-то такое, вот как альтернатива Америке, другой модели. Они прямо с большим очень уважением Мексика относится к России, очень с большим уважением. Если вы знаете, что мексиканский президент не поддержал никакие санкции против России, исторически какое-то из всех латиноамериканских государств именно у Мексики наблюдается такая ориентация на какую-то альтернативу, что ли, потому что их Америка реально гнобит, в смысле Штаты, я имею в виду. И вернусь к этому сеньору Августину. Он не просто назовет вам писателей, у меня это где-то в интервью записано с ним, скажет, что есть Шолохов, есть Достоевский, есть Чехов, есть Толстой. Я его как-то спрашивал, назовите, какие вы реально, что вы читали на испанском языке, русскоговорящих писателей. И он много чего читал, включая Анну Каренину, он читал доктора Живаго и так далее. Он образованный, в нем очень много энергии,
Вот то, что описывается в романах Карлоса, что там, когда Карлос встретился с Доном Хуаном, то у Дона Хуана был старикашка, старик, которому за 80, а энергии у него было в 3-4 раза больше, чем у Карлоса. И Карлос в нескольких местах прямо в романах об этом упоминает, ну, то есть когда они тренируют, тренируют свое тело энергетическое, но это форма перепросмотра. Если вы помните, у них считается, я имею в виду в этой вот линии Дона Хуана считалось, что память о событиях записывается в том числе на задней стороне, тыльной стороне ног. И они, поэтому одна из практик, которые занимались, ну, вот эти вот воины отрядов Дона Хуана, Карлоса, они много двигались и ходили. То есть постоянно находились в движении. Они, ну, фактически такой постоянный перепросмотр. Помимо тех классических методов, которыми они занимались через дыхание, перепросматривали события, потому что все ведет к накоплению энергии, перепросмотр. Вот этот вот сеньор Августин такой же прямо вот категории. Он такой прямо живчик, ему 72 года, потому что сейчас вот он по улице идет, это, ну, здесь это вот не видно так видео, да, которое я записал, но вот когда он идет по пересеченной местности какой-нибудь, знаете, там в гору или еще куда-то, прямо вот не можешь поверить, что ему 72 года, он такой прямо живчик. Этим он мне интересен. Он почему-то вызывает у меня интерес вообще к тем, что он другой. Но он другой. С другой стороны, я прямо чувствую, что он не какой-то там мистик, там маг, у него какой-то свой там житейский опыт свой. Но я его попросил об интервью до начала работы в пятницу, в прошлую, и мы встретились. Вот мы идем по улице. Не смотрите на то, что тут такие... Это вообще не важно, то, что она такая вся убогие вот эти строения, потому что главная, на самом деле, уникальность этого места, то энергии и вообще закрученность этого пространства, оно точно отличается от обычного. Я вот расскажу об этом сейчас. Мы проходим мимо отеля «Реал Катедраль», вы видите розового цвета здания, там коричневым по центру написано «Отель Реаль Катедраль», то есть это в переводе называется с испанского «Отель Настоящий собор Реаль Катедраль». Вот, и в правой части, вот, если прямо от этой надписи чуть правее посмотрите, там такое белым написано, оно закрывается листвой деревьев, там написано «Сала историка», то есть исторический зал, это правая часть, вся правая часть отеля, вот куда я пальцем показываю, это сейчас музей Кецалькуатли, раньше это была принадлежность самого же отеля, там находились номера, и на втором этаже в правой части этого здания была комната, в которой сновидели Карлос и Карл Тикс. Туда можно прийти, в сам музей прийти в эту комнату, энергетику ее почувствовать, и в самом отеле вообще остановиться в Туле. Вот мы пришли в этот отель, и, соответственно, у меня записано отдельное видео, просто сейчас не будем на этом останавливаться, я думаю, это будет повод для отдельной встречи недели через 3, если вам понравится материал этой, потому что все общение с Агустино и с Педро я записал на видео, материал примерно на час, то есть там 4 фрагмента, один получасовой, другие там по 15 минут, еще один там минут 7. И они очень много комментируют про это, вообще про это место. Вот. В собор мы зашли с сеньором Августином, потом вышли и пошли в сторону того моста. Вот тут произошло очень интересный момент. Вот он, сеньор Августин. Стены проходим, эти самые улицы. И вот тут произошел очень интересный момент. Я обратил внимание, что это вообще ключевое. Сейчас мы подошли, наверное, к самому интересному. И мне так кажется, что это очень интересно. Я вдруг обратил внимание, что я в этом месте, в центральной части Тулы, периодически впадаю в такое измененное состояние сознания. И это состояние, оно такое предтелепатическое или телепатическое, даже его можно так назвать. То есть это же происходило за день до этого, когда я встречался с ключником. Это же происходило вот сейчас, происходит, если мы в настоящем моменте времени, например, говорим, с сеньором Августином, потому что мы дошли вот до этой улицы. И я хочу спросить вот о том доме, который находится, вот видите, там вдалеке слева такой розовато-красноватый дом, темно-розоватый дом. Вот. Я его пытался найти и о нем расспросить тоже, да, потому что это старой постройки дом на расстоянии от моста, мощен он находится. И я вначале вышел на параллельную улицу с этой. Я вышел, и я, выхожу на эту улицу, я ему еще ничего не говорю. То есть я просто не говорю, я просто думаю. И он мне говорит, что это на другой улице находится. То есть я ему даже не говорю ни про улицу, ни про дом. Он говорит, на соседней. Это даже есть видео прямо. Я так, мягко говоря, слегка охренел, потому что, я
отрефлексировал, что человек считывает то, что я даже не вербализирую. Оно как в потоке идет, и я тоже так же могу с ним общаться. Вот этот момент я отметил, потому что несколько раз такое было. То есть, ну, вот этот вот дом, вот он, да. Сейчас я посмотрю. Да, разные дома. Вот, смотрите, слева, вот я на этот дом сначала вышел, понял, что это не он похожий, он сказал, что на соседний, они похожи. А вот про этот дом я спрашивал. В этом доме живет мужик, который на самом деле, наверное, ценный для этого места. Значит, его они называют, что это архитектор. Хотя какой он там архитектор, это еще нужно проверить, потому что я встречался, когда жил в Туле, с главным архитектором города, это совсем другой человек, вот. Но тот архитектор, с которым я встречался, записывал тоже интервью у меня записанное, там ценность интервью большой не представляет, он толкает официальную фальсифицированную версию по поводу и всех этих символов, и по поводу этого места, которую продавливает католическая церковь, поэтому скажем так, можно послушать, да, вот они всякий бред несут про то, что там с обратной стороны у Атлантов там изображение, когда лицо изображено, что типа это изображено солнце с их стороны поясницы. Это бред, потому что это изображено, нагуальная часть человека, воинов изображена. Вот, это их отдельное энергетическое тело, нагуальное. Вот. И оставлю того архитектора, то есть у меня была запись там 1,5-часовая с ним, она не так интересна. Но вот этот мужик, он особенный. И у меня который вот в этом доме живет, его зовут сеньор Педро. И самое интересное, это тоже немножко мистический такой момент, вот сразу это его дом, в котором он останавливается, когда он не живет здесь постоянно, я так думаю, но он периодически приезжает, и если приезжает, то останавливается здесь, потому что это особенное сакральное место вообще на земле. Тула де Альенде мексиканская, может быть, наша Тула российская тоже. Как-то не знаю, почему Тула, такие даже названия тут совпадают. Значит, но вот этот дом находится рядом прямо с дорогой, которая идет от собора на запад. Она идет прямо вот на запад линию проведете, и там, чуть попозже будет карта, и там вот эта дорога, оказывается, во времена, значит, мезоамериканской цивилизации было несколько населенных пунктов прямо на западе, и это вы знаете, как в Испании, Северной Испании, да, как это называется, там Камино де Компостела, что это такое, там вот ты проходишь прямо и пеший такой маршрут, который ты проходишь, и там много церквей, ты все это пешком проходишь. Вот то же самое здесь. Населенный пункт, который у них считался тоже такой религиозным центром на Западе, находился примерно в 2 часах езды пешком от вот собора Тулы. И рядом с дорогой находится этот дом. Я, значит, захожу за угол на этот мощеный мост, и вот сидит этот сам Педро. Я не знаю, что это такое. То есть для меня это более чем странно. То есть сидит человек, о котором я хочу узнать, дом которого я видел минуту назад, и он прямо сидит. У меня такое ощущение, что это как подстава, как подстроено было прямо. Да? Он прямо сидит сразу и сидит, как сказать, вот этот мост, который описан в романе, он здесь, вот, да. Это я тоже, опять же, все отмечаю, сканирую. И я так понял, что вообще, когда я в первый день пришел в соборе, встретился с этими про орден, да, так немножко, я энергически как наседал на ключника. Не наседал, но я я ему давал понять, что для меня это важно, это надо показать. Но он мне не показал спуск, как в лабиринт, да. Вот. И они на следующий день, мне кажется, что как-то они связаны. В общем, это как прямо вот специально. Вот они решили смотреть, понять, кто я такой вообще, что за фрукт. Вот. И, короче, вот этот сеньор Педро, непростой очень товарищ. У меня записано с ним интервью сразу. Вот он вылазит из этой машины. Вот они тут вместе рядом с сеньором Агустином. И здесь у нас, соответственно, идет очень плотное общение, примерно на полчаса, минут на 40 с этим сеньором Педро, потому что он реально эксперт, он много чего знает, Я думаю, что, скорее всего, он масон. Не стопроцентно, достаточно напроситься на интервью с ним в его доме, прийти в его дом, и в его доме я точно смогу определить, масон он или нет. Производит впечатление, что может быть масоном. Масоны, если вы знаете, такое образование, которое
ну, якобы считается, еще при тамплиерах отдельно было образовано, и они специализируются на том, что они реально собирают знания древних цивилизаций, гностиков тех же, не раскрывают много чего, то есть в публичном доступе, якобы их тоже там библиотеки, центры доступны, да, есть их отдельное сакральное, но это знания, это фактически, ну, они используют знания, я так понимаю, для контроля там, процессов, потоков, в том числе сакральное знание, очень интересуются этим обрядами. Это фактически масоны для меня, это как древние видящие. Пугают ли тебя масоны? Ну, конечно, обычного человека они могут настораживать. И вообще в группе есть сейчас масоны? Поставьте плюс, если есть масоны сейчас в группе. Мы пообщаемся, если таковые есть. Обычно считается, что они не должны скрывать это. Я отношусь очень ровно к масонам, потому что, ну, есть масса течений, групп со своими интересами. Вот это такая группа, они этим занимаются. Не воспринимаю их негативно, но, естественно, поскольку я сам не масон, то я немножко так дистантно и больше как наблюдатель занимаю позицию. Вот этот сеньор Педро вышел. Вот он рассказывает об этом мосте, много всего интересного рассказывает. Мы все это пропускаем, потому что лучше всего запустить, допустим, на встрече через 3 недели с синхронным переводом с испанского, потому что когда он рассказывает, я все основное смысл я понимаю. Детали я упускаю, потому что мне не хватает словарного запаса. Но детали интересные и важны. Очень много он говорил об этой их Деве Гваделупской, об этом символе, который у них более почитаемый в Мексике, чем Иисус. Они молятся больше на Деву Гваделупскую, чем на Иисуса. Вот. А об этом мосте много чего. Значит, вот это вот Тула, значит, вот они тут, вообще мы на этом мосте застряли. Почему-то в момент, когда мы пришли, именно в этот день, его решили там что-то обновлять, какие-то работы, тоже как декорации эти все рабочие воспринимались. Вот. Я потом ему говорю, что давайте вернемся к текстам Кастанеды. Я его спросил, какое количество книг вы читали. То есть я прихожу к конкретике, чтобы, знаете, не в общем и целом, потому что мой шаман, с которым я общаюсь, он, по-моему, читал одну книгу. С ним, соответственно, нельзя говорить о Кастанеде, об его творчестве, если он всего одну книгу читал, да. А этот самый сеньор Августин говорит, что он прочитал 3 книги, а этот говорит, что он прочитал почти все. Это имя, этот Педро. Вот эти рабочие справа. Я им пытаюсь объяснить, что параллельно я хотел тоже узнать, а где находится дом Сильвия Мануэля, потому что который тьма, который мгла, который воин отряда Дона Хуана, это воин Запада, это человек за сценой Сильвия Мануэль, вот, член его отряда именно, вот его группы. Значит, и в текстах книги есть, что когда группа с карловцем пытаются перейти этот мост, вот они фактически, куда я указываю, вот оттуда они пытаются с его южной части в сторону северной перейти, там женщины паникуют, так сказать, это самое, чего-то там, это самое протестуют, потом они возвращаются в центральную часть, значит, имеется в виду, возвращаются по обратной дороге к собору. Так вот, дойдя до середины моста, сейчас голова заболела почему-то. Вот. Там в тексте есть, что если вы мост перейдете, что в нескольких метрах там, или в десятки метров находится дом Сильвия Мануэля. То есть получается, что это северное направление по отношению к мосту, к этому каменному. И было интересно, то есть отдельно у них упоминается дом Дона Хуана для практики, отдельно дом Сильвия Мануэля. Мне было интересно вообще, выжил ли этот дом, есть ли он, где он находится. И я вот говорю Педро конкретно. Давайте вспомним текст, фразу из книги. Я ее на испанском ему озвучиваю. Благо мне тут испанский помогает очень сильно. То есть я говорю про этот мост, что они шли с южного направления на северный. Соответственно, с другой стороны, где должен находиться этот мост, я имею в виду этот дом Сильвия Мануэля на северной стороне. Он понял, о чем я говорю. Вот это вот сразу концовка моста. Он говорит, так вот он. Вот сейчас дом, который вы видите мужик на горизонте, там, в белой какой-то рубашке. Вот за ним дальше, если продолжить линию, вот этот вот белый дом, это и есть дом Сильвия Мануэля. И если вы посмотрите, там такая дверь прямо на нас смотрит, и сбоку от этой двери слева и справа скамейки. У них нет таких скамеек обычно, что они прямо вот так вот стояли перед этим домом стоят 2 скамейки. Он говорит, это место силы, это дом Сильвия Мануэля, и пойдем туда. Значит, мы туда идем, проходим, он просит вот тут вот где-то, он просит туда присесть, вот мы сели на скамейке. Как только я сел на скамейку, действительно идет энергетика совсем другая, она прямо чувствуется энергетика места. Я все записываю на видео, все его комментарии по поводу этого дома.
Значит, и он говорит, что в данный момент, как бы, ну, все местные это знают, в этом доме уже никто не живет. По-моему, в видео это записано, какое количество времени уже никто не живет, но когда там уже нет ни Сильвии Мануэля, никого с ним связанного, этот дом остается пустым, то есть там он остается, его не разрушают, не сносят, но значит, он необитаем. И в романах, значит, соответственно, есть у Карлса, что именно со двора этого дома можно было видеть, как сказать, колокольню собора. Я хочу это тоже проверить. Мы, значит, с Августином чуть-чуть вдоль правой стенки этого дома поднимаемся, чуть повыше, то есть видно, что мы здесь уже на холм немножко поднимаемся. Вот. И вот когда мы там чуть поднялись, вот видите, я сейчас увеличу, вот она, это и есть эта колокольня. Вот сейчас по центру и видно колокольня собора, она действительно видна из этого места, а на уровне чуть ниже, на уровне вот улицы, она уже видна не будет. Ее закроют дома, которые находятся на одном уровне, ну вот она далеко очень находится, а вот нужно подняться прямо от севера, на этих скамейках посидеть. Если когда приедете в Мексику и захотите посидеть, это одно из мест очень ценных и важных, вместе с вами можем сходить и посидеть на этих скамейках и об этом доме узнать. Вот, вот он прямо, вот видите, здесь зеленый справа, да, дом, а вот за зеленым такой вот, ну, серый, что ли, это и есть дом Сильвии Мануэля. Значит, сейчас я чуть-чуть остановлюсь, вернусь, соответственно, к последней части, зачитаю еще один вопрос. Значит, получается у нас сейчас вопрос номер 5. Это все из искусства сновидения, для общего нашего образования в том числе. Вопрос 5. Как давно со слов бросившего вызов смерти, он же арендатор, жили древние маги, когда они были наиболее плодотворны? Они, ну, максимальный период, это получается, ответ в 5 веке до нашей эры, ответ Б в 3 веке до нашей эры, ответ С в 1 веке до нашей эры и ответ Д в 3 веке нашей эры. То есть когда древние маги, древние видящие, ну, в своей цивилизации достигли пика и расцвета. Вот в какой? Это 5 век до нашей эры, Б это 3 век до нашей эры, С это 1 век до нашей эры, и Д это 3 век нашей эры. Вы видите, пожалуйста, ответ, напишите циферку напротив вопроса номер 5. Сейчас переходим к последней части. Я вам расскажу. Сейчас, секунду. Значит, ну вот сейчас просто все выделю, и мы, соответственно, пройдемся. Да. Ну вот еще одна фотография у нас сеньор Августин, 72 года, постоянный житель Тулы-де-Альенда, практически всю свою жизнь прожил. Я даже думаю, что, может быть, он какой-нибудь, знаете, там в прошлом Паблито или еще кто-то мог бы быть. Ну, Паблито, естественно, родился не в Туле, если вы помните, да, согласно книгам, да, но кто-то из них мог быть. Вот. Потому что часть отрядов даже Дона Хуана были... Там была, например, этот самый курьер, одна женщина, которой было 20 с чем-то лет. Если события происходили, например, в 70-е годы, то она 50-го года рождения, соответственно, сейчас ей 70. Там часть людей вполне живые люди. Вот, из романов, я имею в виду часть людей, которые были самые молодые, 20 лет. Ну, в том числе и Карл Тикс, потому что она описывается как молодая девушка, 20-летняя на период. Ей сейчас тоже 74, по-моему, Карл Тикс сейчас. То есть часть людей имеет возраст 70 лет, и вот сеньор Августин прямо вот очень вызывает интерес здесь, очень своей подвижностью, мобильностью, такой непростой товарищ. Вот, значит, я, соответственно, все записал, все разговоры с Педро, который типа архитектор, который, ну, возможно, масон. И я его, соответственно, аккуратно спросил, ну, я вообще хотел бы тоже взять интервью, и, может быть, завтра, если можете, или послезавтра даже, то есть, имеется в виду, это были суббота, воскресенье. Прямо я интуитивно почувствовал, что он не взял денег, кстати, у меня. Когда он не брал денег то есть я как-то его старался благодарить за информацию, за время проведенное. Этот сеньор Августин там в лес вставил свои 5 копеек, говорил такой, да, что типа, он очень богатый человек, он не возьмет. И я такой говорю, мне хотелось бы, тем не менее, вот, как бы благодарить. Вот. И он не взял денег, тоже такой момент интересный. И он отказался от встречи в субботу-воскресенье. Но дал мне свой номер телефона, вот я его записал. И очень странно, что его нет в социальных сетях, его нет в WhatsApp.
для такого начитанного, образованного, много чего знающего человека, который кросс-ссылки по традиции там проводит, это у меня вызвало такие большие знаки, жирные вопросы. Это очень странно, интересно. Но, в общем, было понятно, что он как раз встретился со мной вот на этот период, на момент, это была пятница, до работы еще, что ни в субботу, ни в воскресенье он, находит предлог или реально не может встретиться. Но я почувствовал, что мы, может быть, можем с ним встретиться в будущем и подготовить эту встречу. Это несложно. Телефон у меня есть. Я могу еще отдельно приехать в Тулу. Потому что в плане информации, знаний, не знаю, насколько объективно будет все даваться, но центр, такой информационным центром является именно этот Педро. Именно Педро, не кто-то другой. А еще сеньор Агустин рассказал интересные вещи, что этот Педро точно так же, не знаю, как, может быть, кто-то из вас хотел бы, или как вот я какое-то время, он прям вот изучал, просто рыл землю по этим сакральным знаниям толтеков именно в этом месте. Он говорит, что многие знания он получил от пиота, он проходил пиотные церемонии. Это то, о чем говорят мои знакомые, что когда вы начинаете использовать растения силы, на первом этапе растения силы, они чистят организм, они выступают такими докторами, лекарями, да, то есть они просто вычищают всякой дряни, застоя там энергетического. А потом, через какой-то период времени, они выступают учителями, то есть они транслируют информацию из нагуального мира. Это интересный момент, что он там через пиот считал, или откуда еще. В общем, есть повод пообщаться, но занимаю такую немножко дистантную позицию почему-то к нему. Почему-то мне хочется быть осторожным. И посмотрим, как события развернутся. Я расскажу просто дальше о том, что произошло. Но во время уже этой встречи я обратил внимание, что есть этот телепатический контакт какой-то очень странный, который реально имеет место быть, я это не придумываю. Он происходит с Августином, сеньором Августином, с другими, и с этим исключником, с двумя человеками он происходил. Значит, на следующий день я просто просил съездить с сеньором Августином в археологическую зону Тулы, тоже записал на видео все, что нам рассказывает. Это уже концовка встречи. Значит, вот тут Рикардо показывает, как затопило этот самый в отеле, это все пролистываем. Вот это уже день, когда произошла поход среди кактусов на археологическую зону Тыл. Там много всего интересного сеньор Августин рассказал, я все записал. Это нужно показывать вам через 3-4 недели, если вам будет интересно и захотите продолжить прийти с синхронным переводом, потому что много всяких интересных деталей. Вот так растут кактусы у них. Вот это тот дом, где раньше находился музей, где находилась скульптура этого арендатора, как мага древности, воплощенная в виде воина с таким... Он такой воин с накидкой из оперения, прямо как это воин, как ни странно, да, воин, это у них же получается воины-ягуары и воины-орлы, он прям воин-орел там. Этот сейчас музей не функционирует, он закрыт, где экспонаты непонятно, где-то скульптура в том числе, не функционирует больше 10 лет. И после этого я, в последний день утром я вернулся в собор, застал прям специально на такой момент попал в уникальный, попал наверное, венчание, да, свадьба такая, венчание, наверное, я попал на момент венчания. И специально, когда я, пришел, не специально, так получилось, да, что, тот ключник, с которым я беседовал, он отсутствовал в соборе. Почему я туда пришел? Потому что за день до этого я вечером, у него там был праздник, зашел буквально на 5 минут. Он говорит, тебе нужно вернуть то, что ты взял. Я говорю, да, конечно, говорю, я могу это купить? Он говорит, нет, это принадлежит не мне. Я говорю, хорошо, вообще без проблем. Завтра принесу и все верну. Он имеет в виду книгу этого ордена, этой группы видящих. О них чуть попозже. И, соответственно, я пришел возвращать книжку, этого ключника нет, но есть другой. И попал на момент свадьбы. Сейчас я зачитаю. Пятый, получается, в пятом, очень быстренько, не больше 2 раз, чтобы мы просто не застревали на этом. Про наиболее благотворный период ответы были: это 5 век до нашей эры у древних видящих, Б – это 3 век до нашей эры, С – это 1 век до нашей эры, и Д – 3 век нашей эры. И, соответственно, давайте я зачитаю 6-й вопрос, мы постепенно двигаемся к концовке. Вопрос: какой город, цитата, в
котором возможно все, это цитата из книги Карлса Кастанеды, который был построен на развалинах городов, где древние маги, то есть маги Древней Мексики, совершали свои деяния. Вот какой это город в Мексике современный? Ответы А – это Оахака, Б – это Тула де Альенде, С – это Ногалес и Д – это Мехико-Сити. То есть напротив цифры 6 выберите свой ответ. А – Оахака, Б – Тула де Альенде, С – Ногалес и Д – Мехико-Сити. Значит, продолжаем. Вот я в последний день, уже в воскресенье, мне выезжать из Тулы. Я прихожу, этого ключника нет. Есть, значит, другой этот самый, ну, там какие-то другие люди, я их раньше не видел. Вот. Тоже так интересно, как бы специально это вот так было подстроено. Я подхожу к мужчине, который, ну, второй ключник, и говорю, что я должен это вернуть. Вот, ну, это самое, он берет этот самый сборник текстов, где там спиритус везде, вот, накрывает листочек, прям закрывает его, это самое. Данил, давай попозже в конце, если какие-то повторы, я один раз, да, сейчас просто идем по основному потоку, не отвлекаемся, в конце на все вопросы отвечу. Конечно, и зачитаю правильный ответ с комментариями. Вот, и определим победителя. Значит, я подхожу и говорю, что вот я вам хочу это вернуть. Ну, то есть тут все должно быть по чесноку, вообще мне не надо это влезать, они мне дали на время приобщиться к ним, да, энергетически я их прочувствовал, даже в общем групповом поле поприсутствовал, вот. Все это им вернул, значит, у этого ордена или вот из секты религиозной, значит, их тексты. Я ему говорю, что, значит, мне, если у вас будет время, я бы хотел с вами вот прямо, ну, поговорить через там 2-3 минуты. Вот в том месте показываю на эту боковую часовню, где прошли встречи арендатора с нагвальными линии Дона Хуана. Как специально, значит, женщина, которая служащая, она заходит в это, видите, от часов, это правая дверь, заходит туда с этой штукой, туда заносит. Я туда не бегу, не лезу, потому что я договорился, мы с ним встретимся, поговорим. Да, нет, и все. И сложится, так сложится, нет, так нет. Значит, я с ним встречаюсь, со вторым ключником, и прошу открыть эту вот вторую дверь, потому что мы с кем заходили в первую дверь, ну, слева, а здесь справа. Он упирается, потом я прямо чуть ли не иду ва-банк, я ему говорю, что, ну, для меня это очень важно, я вообще связан с этой территорией каким-то образом, вот с этой территорией вообще с землей Мексики. Почему-то на этот аргумент он говорит, сейчас он ушел туда, прямо себе в запасике, нашел эти ключи, пришел, открыл эту дверь, я зашел в это помещение, и это было немножко странно. Я захожу в это помещение, оно завалено этим всяким скрабом. Ну, вообще совсем не похоже на... Я даже не мог подумать, что мы выходили, ну, через левую дверь, через первую комнату, в эту вот вторую. Выглядит все по-другому, все вообще по-другому, ощущения другие. И самое интересное, что там больше нет никуда прохода. То есть проход влево только в то помещение, где висят эти черные, почерневшие от времени 500-летние картины. Вот, мы туда, значит, но что происходит? Я чувствую мощнейшую энергетику из-под пола, вот этой вот правой, вот этого вот правого зала, куда эта женщина сейчас что-то вносит, какой-то постамент или подсвечник, наверное, это просто высокий подсвечник, наверное. Она идет прямо из-под пола, причем это точно не христианская энергетика, потому что очень хорошо было сравнить в соседнем левом зале, когда направляешь руки, локатор фактически на эти черные картины почерневшие, это христианский эгрегор, он прямо сканируется, это какие-то заряженные прямо вот артефакты христианского эгрегора, а здесь другая энергетика, она идет из-под пола. Как туда попасть, непонятно, она идет прямо из-под пола, замуровано ли это в последние 10-20 лет, что-то там, что может быть имело спуск, это большие жирные знаки вопроса. Но, тем не менее, вот место я нашел, но я не понял, как туда спускаться. Ну, или какой-то боковой какой-то вход должен быть. Значит, сейчас просто покажу. Наверное, это концовка. Да. Значит, соответственно, в сухом остатке, что вот как бы мы имеем? Значит, мне посчастливилось в Тула-де-Альенде познакомиться с группой, фактически с религиозной какой-то организацией, которая молится, которых можно отнести к, я бы их не называл древние видящие, потому что древние видящие, они использовали фактически для обладания все свои знания, достижения, для владения.
для контроля, эти молятся просто на знание своих древних предков. Вот. Они молятся конкретно на черного Тецкатлипоку, они собираются в этом зале, смотрят на этот элементаль, на этот символ. У них организация называется Ноктюрна, прямо там черное это самое. Они молятся на демиургическое начало. То есть они как раз этот вот, получается, собор Тула-де-Альенде, это как футляр такой, да, представьте, футляр стоит поверх древнего мезоамериканского храма, развалин его. А футляр – это как бутафория. То есть бутафория, то есть, ну, как бы внешне это все замаскировано под христианские символы. И более того, в центральном зале, те, кто прихожане приходят, католики, я уверен, они молятся на христианские символы. В их уме христианская символика. А вот эта вот боковая церковь, где был храм Кецалькоатля, это больше территория древних видящих. Ну, явно не больше, это территория древних видящих. Их территория фактически, они стоят на останках древнего храма, который каким-то образом через подземные ходы был связан с сакральной зоной их в столице. Вот. И они продолжают, все их символы, этот Топицин замаскированный, да, под Иисуса, они по-прежнему как бы молятся на эти, на те энергии, которые столетия, тысячелетия назад здесь были главенствующие. Вот. И очень относятся ранимо или уязвимо на любые попытки как-то их потревожить. То есть они хотели бы, чтобы их как бы никто не трогал. То есть они были таким анклавом, и эта информация везде там не расползалась по миру. То есть, грубо говоря, никто их не третировал, эту группу религиозных. Поэтому я как бы название скрыл, но тот, кто выиграет, он в том числе и узнает, что это за группа. И если когда приедет, то может непосредственно поприсутствовать на их там службе. Вот. Относятся они к этому очень, так сказать, чувствительно. Почему? Потому что, если вы знаете, был такой, например, фильм, назывался «Код да Винчи». В «Коде да Винчи» там упоминаются в том числе реальные события, реальные места на Земле. Они как по цепочке, разгадывая ребус, идут по ним. И там в том числе упоминается церковь в Шотландии. Если вы знаете, что когда тамплиеры были разгроблены, орден тамплиеров, да, по-моему, начало XIV века, то они фактически, тамплиеры, бросали вызов всем европейским как бы королям и папе, потому что они становились независимыми абсолютно, обладали теми же сакральными знаниями, с которыми познакомились на Востоке, возили этих черных Мадонн. Черная Мадонна – это прообраз той же Исиды под покрывалом, это прообраз на самом деле орла. Просто в разных традициях, символически она обозначается по-разному. Это тот же самый орел. Или то, что у талтеков называется цинтиотль. Цинтиотль на языке нуатл. Это название вот этой вот силы, которая в книге Карлса Кастена называется как орел. Так вот, в фильме «Код да Винчи», который оказался очень популярным, его там сотни миллионов, наверное, просмотрели, если не миллиард, вот, там упоминается, что в Шотландии, недалеко от Эдинбурга, находится такой уникальный собор, в котором они ищут там очередную разгадку, подсказку, главные герои, в часовне Рослин, который называется собором кодов. И вы, наверное, будете в шоке, но после этого фильма там просто началось паломничество людей в эту часовню, которая не была вообще неизвестна до публикации. Фильм, наверное, вышел лет 25 назад, наверное, лет 20-25 назад. Вот. Сейчас они вынуждены были рядом с часовней Рослин построить отдельный центр такой, как купол, что ли, стеклянный специально, общеобразовательный, информационный, чтобы просто знакомить с историей этого собора. Собор абсолютно уникальный, просто уникальнейший, просто, я не знаю. Считается, что он был построен потомками тамплиеров, потому что тамплиеры в основном бежали из Франции после разгромов, после казни Жака де Моле, их главного лидера, они бежали в основном в Шотландию. Вот. И в Шотландии, на задворках Европы, как бы продолжали существовать. И вот часовня Рослин была построена типа при них. То есть я к тому, что неизвестный практически собор или церковь вдруг становится объектом паломничества. Вот. Конечно, эти вот видящие этой собора Тура де Альенде хотели бы избежать, это я так вот просканировал, поэтому я так по минимуму даю информацию, просто смысл, и даже не называю название этой группы, и
когда они там встречаются, вот, но они относятся вот к тем, кто имеет доступ к древним знаниям. Соответственно, после почему-то... Сейчас я хочу рассказать вообще свои мысли, буквально пару слов. Да, зачитаю 7-й вопрос и перейду. Надеюсь, вам интересно. Мы минут через 20 закруглимся, да, по этой сессии 20-25. Значит, 7-й вопрос у нас следующий. Это все из-за романа «Искусство сновидения», потому что он был написан в Тула де Льенде, о котором мы сейчас ведем зум-сессию. Вопрос звучит так, он из книги прямо. Как добиться сдвоенной позиции, согласно тому, что арендатор рассказал Карлос Кастанеда? Значит, ответы А, Б, С, Д. Ответ А. Нужно засыпать, расположившись головой на север. Б. Нужно засыпать, расположившись головой на запад, согнув ноги в коленях. С. Нужно засыпать на правом боку, согнув ноги в коленях. Д. Нужно засыпать на левом боку, положив ладонь под сердце. Один раз еще раз перезачитаем, заодно проверим, насколько хорошо вы знаете содержание романа. Практически все, без исключения, я думаю, здесь читали Кастанеду, и в том числе роман «Искусство сновидения». Значит, ответ А. То есть как нужно засыпать, чтобы добиться сдвоенной позиции. Такой термин. Один из подарков арендатора Карлосу Кастанеде, скажем так, который был сделан ему. Ответ А. Нужно засыпать, расположившись головой на север. Ответ Б. Нужно засыпать, расположившись головой на запад, согнув ноги в коленях. Ответ С. Нужно засыпать на правом боку, согнув ноги в коленях. И ответ Д. Нужно засыпать на левом боку, положив ладонь под сердце. Напротив цифры 7 поставьте свой вариант ответа. Об этом все в конце, Серафима, значит, по ответам. Вы все посчитаете, просто сами напишите, да, что у вас получилось в конце. Значит, это минут через 15, буквально через 10. Я хочу вам, сейчас я, может быть, включусь или как-то, сейчас, секунда, да, просто поделиться парой мыслей своих. Сейчас, секунда, значит, я включусь, а потом вернусь вот к тому, что сейчас у вас изображается здесь. Так, почему мы не развернулись? Так, все, развернулись. Я о ключевом хочу поговорить сейчас чуть-чуть. В чем уникальность этого места? Ну и ваше мнение послушать, если честно, потому что у вас может быть свое впечатление, может быть, вы какие-то свои источники информации, вообще свой опыт. Это, может быть, даже с Тулой не связано, но оно имеет прямое отношение к тому, что именно вы здесь и сейчас. Такое может быть тоже. Значит, я, соответственно, поставлю вам пару цитат из романа «Искусство сновидения», который я вчера перепрослушивал, который имеет прямое отношение вот к этому месту. Почему оно такое уникальное и в чем его особенность? Значит, это из второго трека, это аудиотрек у меня на втором телефоне, значит, из «Искусства сновидения». Соответственно, здесь помечено с какой минуты по какую. Буквально пару минут первой, потом еще, значит, получается с 10 по 12:30. Хорошо, час. Значит, так. «Искусство сновидения». 3, 2. Так. Глава 1. Так, сейчас я Магия древности. подгоню. Вот. Наш способ восприятия – это способ, свойственный хищнику, однажды сказал мне Дон Хуан. Очень эффективный метод оценки и классификации добычи и степени опасности. Но это не единственный доступный нам способ воспринимать. Существует другой тип восприятия, с которым я и пытаюсь тебя познакомить. Восприятие сущности всего, непосредственное восприятие энергии. Восприятие сути всего заставит нас совершенно по-новому понять, классифицировать и описать мир. И это новое описание будет гораздо более захватывающим, чем привычное нам нынешнее, а его язык несравненно изощреннее и богаче. Тот более изощренный и богатый язык, о котором шла речь, был языком магических истин, унаследованных Доном Хуаном от его предшественников. Термины и понятия, присущие этому языку, не имеют под собой никакого рационального обоснования и никак не соотносятся с привычными фактами мира нашей повседневности, но являются самодостаточными истинами, совершенно очевидными для магов, способных непосредственно воспринимать энергию и видеть внутреннюю суть всего. Самым значительным магическим действом для этих магов
является непосредственное восприятие сущности Вселенной. Дон Хуан считал, что наилучшим образом ее описали те маги древности, которые первыми ее увидели. Они говорили, что сущность Вселенной напоминает светящиеся нити, протянувшиеся во всех мыслимых и немыслимых направлениях, из бесконечности в бесконечность. Светящиеся волокна, обладающие собственным непостижимым для человеческого ума самоосознанием. После того, как... Вот на этом можем, в принципе, остановиться. То есть, ну вот я вообще убежден, честно даже, я просто убежден, что это особенность места. Это вот знаете как, ну вот здесь говорится о том, что у нас у всех восприятие хищника, да, но информация сама, она как бы как энергия, как потоки энергии, она поступает еще без, ну, когда еще не включается эта призма, этот фильтр, скажем так, хищника, где она как бы определенным образом встраивается, скажем так, в картину восприятия мира и потом уже выдается через эту призму хищника. То есть я просто про то, что если вообще Землю рассмотреть, возможно, это как разрыв какой-то на территории вообще планеты, вот конкретно в этой зоне, вот это вот, ну, скажем так, эгрегориальная составляющая хищника, она не работает или очень ослаблена. То есть именно поэтому, возможно, вот эти вот феномены телепатические или предтелепатические, то есть имеется в виду, что вот почему эти события происходили, почему вдруг мы считывали информацию, даже не говоря никаких слов. Потому что это особенность этого места, это особенность Тула-де-Альенде, это особенность этой территории. И это, я думаю, возможно, моя такая гипотеза, что это возможно, ну, наверное, если не сильно зашорен человек, практически с каждым. Каждый может такое почувствовать. И это не особенность конкретного человека. То есть, допустим, вот то, что я говорил на сеньором Августином. Нет, я понял, что у него это проявляется, я это декодирую, как сталкера, просто отмечаю. Но я тоже, у меня со мной то же самое происходит, и с другими людьми тоже может произойти. Это именно особенность, то есть этого места, когда информация воспринимается напрямую, без фильтров хищника, я бы так сказал. В этом эта территория уникальна, может быть, поэтому именно эта территория была избрана, ну, талтеками, древними видящими. Не просто так они там основали свою столицу Талан, не просто так, там их цивилизация достигла расцвета, и это самая мощная из всех древних мезоамериканских цивилизаций. Вот, и не просто так она называется как центр сновидения. О том, что это центр сновидения, это тоже очень интересный такой момент, не просто центр сновидения. Там как-то, знаете, вот у нас была сессия с вами, где-то, наверное, может быть, 3 недели или 4 назад, которая была посвящена телепортации, да, то есть посвящена зданию КАС авиалиний из романа, где произошла телепортация у Карлоса, где он из здания КАС переместился на базар Лагуине. Так вот, вот в этой вот Тула-де-Альенде там то же самое, там получается время, оно как, в смысле пространство, оно как будто бы, оно не просто такая вот плоскость. Представьте, что это такая вот перекрученная какая-то, ну, какая-то поверхность, которая перекручена. И есть места, точки, где части поверхности очень близко подходят друг к другу. Это другое, получается, уже время и другое пространство. Но из одной точки можно в другую перейти быстро. То есть как бы этим объясняется эффект телепортации, который был у Карлоса вот в Мехико-Сити из КАС авиалинии на базар Лагуине. И мое такое мнение, что ты когда там находишься, ты можешь попадать прямо в другие временные... Это тоже Тула, но она как из другого времени. Я сейчас просто немножко пару мест еще вставлю вот в продолжение этих мыслей и расскажу о том, в чем же загадка этой вот правой комнаты, двери, в которую я вошел, откуда шла энергия из-под земли. То есть в чем вообще смысл вообще? Почему редактор появлялся именно там? То есть я сейчас расскажу немножко эпизод из «О магах древности». Сейчас, секунду, да? Значит, о том, что происходило с магами древности, которые тоже жили на этой территории. Ну, давайте вот отсюда. То в конце концов наступает момент, когда светящийся шар превращается в тонкую полоску энергии. Далее Дон Хуан объяснил, что трансформация энергетической формы –
это достижение, на которое были способны только маги древности. Я поинтересовался, оставались ли эти люди по-прежнему людьми после того, как их энергетическая форма изменялась. «Конечно же, они по-прежнему оставались людьми», — ответил Дон Хуан. «Но я думаю, что ты хотел бы знать, оставались ли они людьми здравого смысла, которым можно было бы доверять. На этот вопрос я бы ответил: нет, не совсем. Чем они отличались? Своими побуждениями. Это магов древности. Человеческие цели, склонности и мотивы ровным счетом ничего для них не значили. Кроме того, их внешность тоже определенным образом изменялась. Ты имеешь в виду, что они переставали быть похожими на людей? Об этих магах очень сложно сказать что-либо, наверное. Выглядели они, безусловно, как люди. На кого они еще могли быть похожи? Но в то же время они отличались от того обычного человеческого образа, который ты или я себе представляем. Но если бы ты попросил меня описать, чем именно они отличались, я не смог бы этого сделать и ходил бы кругами, как собака, которая пытается ухватить себя за хвост. Тебе самому приходилось с кем-нибудь из них встречаться, Дон Хуан? Да, с одним приходилось. Как он выглядел? На первый взгляд, как обычный человек. Необычным было его поведение. Что именно в нем было необычным? Могу только сказать, что его поведение было совершенно невообразимым, но не в смысле манеры себя вести. Чтобы оценить это, нужно увидеть самому. Но что все те маги были похожи на того, которого ты встречал? Нет, конечно. Я не знаю, какими были другие. Разве что по магическим историям, передающимся из поколения в поколение. А в этих историях они предстают в очень причудливом виде. Чудовищном? Да нет. Говорят, что они были даже привлекательны, хотя иногда и страшноваты. Они больше были похожи на неких неведомых существ. Все мы светящиеся шары, и это делает человечество однородным. А те маги не были более шарами, но стали полосами энергии. Они пытались сворачиваться в кольца, но это им не вполне удавалось. И что же с ними в конце концов случилось, Дон Хуан? Они вымерли? В магических историях говорится, что поскольку им удалось растянуть свою энергетическую форму, продолжительность существования их сознания также растянулась. Так что они живы и по сей день находятся в сознании. Даже ходят рассказы о том, как они периодически объявляются на Земле среди людей. Вот я на этом остановлюсь. Значит, смотрите, получается, в книгах Кастанеда, ну так обтекаемо немножко, он довольно много по существу сказал, что происходило с магами древности, имеется в виду, что бросивший вызов смерти, как маг древности, это древневидящий, в чистом виде древневидящий, он же арендатор, он не единственный среди магов древности, который был способен материализоваться в нашем проявленном мире Нагуаля, вот в таких вот специальных особых зонах, да, где возможна особенно склейка пространства и времени и телепортация. Вот здесь говорит Дон Хуан о том, что эти маги древности, возможно, появлялись и появляются и до сих пор среди людей. Интересно здесь просто привести такой факт, что когда я встречался с шаманом, вот, которого зовут обсидиановый наконечник копья, который блистул, благодаря которому я вот исследовал зону пирамид, вообще того, что интересно вообще в этом регионе, потому что самое интересное в Мексике, вот здесь, в Туле вообще, ну, есть и другие места, но это оно самое интересное, это уникальное совершенно какое-то пространственно-временное образование. Вот. И он говорил о том, что периодически в соборе Тули появляются арендаторы. Я понять не мог, что значит арендаторы, то есть, как в смысле, арендатор один. Вот. Но он говорил о том, что Юлия, успокойтесь, пожалуйста, прочитайте текст, как он написан. Там написано черным по белому вместе с Сергеем, что у нас две части. Вот эта вот часть, она практически подходит к концу, она завершится через 10 минут. Потом у нас перерыв 5-минутный, и через 5 минут вы сможете по второй ссылке зайти во вторую комнату, где практикующие собираются. А в этой комнате пока никто не собран и не сможет зайти,
Пока, Сергей, вам то же самое говорю, посидите здесь просто пока, послушайте, потому что пока не завершится эта часть, вторая комната не будет доступна. Вот это вот у нас сейчас 10 минут осталось, мы закончим по этой тематике, потом 5-минутный перерыв, а потом по второй ссылке и вы, Юлия, и вы, Сергей, сможете зайти так же, как все остальные. Вот, вернусь, значит, к тому, что говорил Шаман. Шаман говорил о том, что маги древности, они периодически появляются в стенах этого собора. И выглядит как образование, которое как бы, как он выразился, я сейчас дословно не смогу привести, но он говорит о том, что они такие как бы немного вносят дискомфорт и неудобства людям, которые сейчас живут здесь, в наше время, временной прослойки. Вот. Они такие немножко разрушающие какие-то устои, какие-то такие тестирующие вообще вот такого рода. Это, кстати, очень похоже на арендатора, прямо один в один, потому что если вы читали закрытую лекцию Carol Tix о том, как она рассказывала, как она заключала контракт с арендатором, он прямо вообще там о морали близко места никакого нет ни морали, ни социальным каким-то нормам, он такой выступает таким провокатором фактически. Вот. И об этом же говорил Хорхе, в смысле этот самый шаман. И я просто про то, что моя личная версия, что вот эта комната, которая в боковой часовне собора Тулы, она выступала телепортационной зоной. То есть они появлялись именно через эту комнату. Может быть, последние 10 или 15 лет что-то произошло, они замуровали вход как-то, я не знаю, пытались перекрыть этот вообще канал, потому что, как Таня говорит, Иосифова Таня говорит, и я с ней согласен, сейчас в этой боковой часовне Коли, боковой часовне собора, значит, там энергии нет. То есть она как обесточена энергетически. И это даже видно по сравнению с фотографиями, которые были 40 лет назад сделаны, где энергия есть, энергия древних магов. Сейчас там ее нету. Они перекрыли. Тем не менее, я думаю, что спуск в этот лабиринт подземный, он где-то существует. Вряд ли они замуровали абсолютно все спуски. Их много было спусков под собором. То есть спуск остается, и это отдельная тема для исследования. Почему? Потому что вот тот парень, который говорит о том, что там дом продается, он спускался туда, и с его подачи я в прошлые выходные ездил, и вот это вот все развернулось. То, что там возможна телепортация, там вот эта вот телепатия срабатывает, когда ты напрямую считываешь поток энергии текущий, без включения эго и восприятия из эго. Вот, поэтому спуститься можно, наверное, в следующую какую-то поездку можно попробовать этот спуск найти, так же, как встретиться с этим сеньором Педро. Здесь остаются такие зацепки, то есть, скажем так, есть темы для следующего исследования. И сейчас в конце я просто хочу вам показать, что, значит, сейчас просто покажу, что в самый последний день там был городской праздник, соответственно, я попал в него. Было видео записано, оно выложено в группе на Гуаль. Если кому-то интересно, то, значит, я смогу, ссылку сброшу чуть попозже, посмотреть видео. Чуть-чуть там прерывается первые 5 минут, но потом нормально становится. Просто обычный городской праздник, как выглядит их центральная улица Кецалькоатля. И вот, проходя по ней, я зашел в отель Тулы, в Реал Катедраль, где Карлос писал романы. Вот так выглядит. У них там прямо есть такая стена с фотографиями. Вот видно, здесь из археологических зон различных. Здесь вот прямо нужно переводить. Это вот очень выцветшая по центру с орлом такая штука какая-то. Диггеры, я не знаю, считается официально, что археологические работы все заморожены, не просто на территории собора, но и в самой же Тула-де-Альенде. Там вообще мистические истории происходили, если вы знаете, что мимо атлантов нашли огромную ступню, которая по размерам, наверное, соответствует там 40-метровой там статуе. На минуточку атланты, они, по-моему, примерно
4,5 метра, 5-метровая, а тут 40-метровая. То есть это нашли ступню какого-то гиганта. Это совершенно другая цивилизация. Сразу заморозили, законсервировали все раскопки. То же самое, что и с Египтом происходит, как только находят что-то, что выходит за пределы современных представлений о древних цивилизациях, сразу консервируют, замораживают, и это прямо вот правительство ими, видимо, манипулирует, определенные группы, они прямо вот прекращают поиски, поэтому диггеров на территории собора и археологической зоны нет. Вот это другие фотографии, здесь в том числе и про мексиканцев тех периодов видно, да, и такие исторические снимки. И хочу сразу показать, что вот синяя точка внизу, в левый нижний угол, это как раз где располагается центр и собор. Чуть-чуть у нее на север видно, что написано такая капелька бирюзовая с фотоаппарата, написано археологическая зона Тулы, но относительно на небольшом расстоянии, фактически среди плоских равнин, обведенная оранжевым цветом, такая гора находится, как раз гора Черного Тецкатлипоки. И, значит, там вот написано в левом верхнем углу этого оранжевого круга написано «La Cueva del Diablo». То есть они, естественно, Тецкатлипоку всех в христианском эгрегоре называют дьяволом. Вот, хотя это дьявол, сам термин порождения христианского эгрегора никакого отношения силы древних к тому понятию дьявол, который существует в христианстве, не имеют. Вот. Но это в переводе означает пещера, там есть пещеры вот этого Тецкатлипоки. Вот так выглядит гора на расстоянии, это фактически спиритуальное такое место. Вот видно, там есть два как бы подъема на эту гору. Вот справа это получается северный, а слева южный склон. Нужно, как они все и делали подношение Тецкатлипоки, если вы хотите как бы энергетически пройти такую, можно сказать, инициацию, нужно подниматься с юга на север. А вот там видно, что он такой более крутой, практически отвесный, вертикальный есть кусочек. Шаман, вот мы с шаманом так поднимались 2 года назад, вот, там прямо ползешь просто на корячках, так сказать, вверх по этим камням, потому что там практически отвесно есть, тяжелый, но гора не очень тяжелая для подъема, наверное, за 1,5 часа вы сможете на нее подняться на все. Она не требует там 4-6 часов для подъема, особой какой-то физической подготовки, а справа поднимается более по отлогому такому склону обычные люди, которые не не являются адептами магии, а если кто-то вот прямо маги, да, то вот прямо вот реальное место есть Тецкатлипоки на земле, и вот можно пройти такое. Вот эта пещера, вот этот мост, он такой помечен, получается, розоватым весь мост, который описан, мощенный в романах Карлса Кастанеды, стрелка на север, а оранжевый – это подъем туда вверх, и вот такой цвета, тоже такой ярко-розового, это дом Сильвия Мануэля. Как мы шли, показан путь оранжевым, а вот квадратик внизу справа такого коричневатого цвета – это дом этого Педро, который архитектор. То есть они все там рядом, фактически, он не просто так, наверное, этот дом купил. Вот, может быть, мы с ним когда-то встретимся. Значит, хочу дать также информацию, что у нас есть такое желание, не знаю, как это срастется, не срастется, для организовать на автобусный тур по местам силы в Мексике в 2023 году. Вот тут показана как бы схема, что это 3 дня, 3 ночевки в Мехико, потом 2 ночевки в Тула-де-Альенде, 1 в Оахаке, тоже очень интересный город, упомянутый в романах Карлса Кастанеды, еще один город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, где живут современные потомки майя. Паленки – это археологическая зона в джунглях, самая знаменитая среди вот тропических зон Мексики, колониальный город Мерида и Канкун, где заканчивается это путешествие. План, в принципе, разрабатывается, сейчас над ним думаю, вот. Но если кому-то интересно, здесь буквально вот все расписано, вот так будет выглядеть маршрут, по крайней мере, я хочу такой маршрут. Вот почему-то после посещения Тулы в этот раз оно как-то у меня поднялось, я, опять же, все это как-то так лениво откладывал, но я почему-то подумал, что я хотел бы это, наверное, сделать, несмотря на сложности с вылетом, с перелетом. Но через Турцию можно, в России можно спокойно вылететь Москва, Стамбул, Стамбул, Мехико. Просто планировать такое путешествие за год вперед. Это будет зима 2023 года, примерно в январь, февраль или март 2023 года, если вот мы будем все намереваться, и он состоится. Если кто-то не заполнял анкету любителя, поставьте сейчас плюсы в чат те, кому такое вот путешествие 10-дневное по местам, описанным в романах Карлса Кастанеды, и по местам силы в Мексике, интересно.
Вот, ну вот есть желание, может быть, там финансово неизвестно, получится, не получится, но вот есть желание, внутренний такой какой-то есть отзыв. Но это уникальное на самом деле путешествие может быть. Вот тогда мы просто будем вас учитывать и с вами держать связь, потому что мы постараемся сделать это максимально, ну, максимально как-то доступным по цене, потому что не рассчитывая там на таких, на богатеев, на людей очень богатых, там с России или с других стран. Вот, но желание такое есть. Значит, сейчас я просто зачитаю, сейчас я включусь, зачитаю последние вопросы, мы узнаем, кто победитель, и, значит, и какие подарки, бонусы вам, значит, вас ждут. Значит, соответственно, у нас 8-й вопрос. Он звучит так. Когда неорганическое существо материализуется в мире сновидения, что испытывает человек, перед которым такое существо материализовалось? А. Приступы страха. Б. Ощущение меланхолии. С. Сильную эмоцию грусти. Д. Приступы гнева. Повторяю ответы. Если неорганическое существо материализуется в сновидении, что испытывает тот, который его видит? Именно неорганику, не свою проекцию, а именно неорганику. Если он его видит, то есть А – приступы страха, Б – ощущение меланхолии, С – сильную эмоцию грусти и Д – приступы гнева. И последние 2 вопроса из нашего опроса, подготовленного по книге «Искусство сновидения». Вопрос номер 9. Какой цвет состояния сновидения соответствует энергии нашего современного мира? То есть соответствует положению точки сборки современного человечества. Это в сновидении. А – белый, Б – зеленовато-желтый, С – янтарно-желтый, Д – зеленый. Повторяю, какой из цветов соответствует фактически энергетике современного человечества, состояние современного человечества. А – это белый, Б – это зеленовато-желтый, С – это янтарно-желтый, Д – это зеленый. И последний вопрос, 10-й. Он звучит так. Вопрос. В чем с точки зрения Дона Хуана состоял подарок, бросившего вызов смерти Карлосу Кастанеде? Там фактически последняя глава, они половину главы обсуждают это. А что такое произошло? Что произошло с Кэрол Тикс? А была ли это Кэрол Тикс, который сновидел Карлос? И вообще, в чем он вроде как бери даром все говорил Карлос, да? Вот в чем состоял подарок? И последние, наверное, 2 страницы последней главы книги «Искусство сновидения» Дон Хуан, это слова Дон Хуана, он озвучивает с его точки зрения, в чем был по-настоящему подарок, бросивший вызов смерти Карлосу. Соответственно, варианты ответов 4. Значит, это сон о Кэрол Тикс в другом времени и в другом мире. Б. Обретение свободы Карлосом Кастанеда, если бросивший вызов смерти сможет обрести ее. С. Возможность проникать в мир неорганических существ с намерением остаться там навсегда, не будучи никогда захваченным в плен. И Д. Умение сдвигать точку сборки так, чтобы становиться женщиной. То есть для мужчины сдвигать точку зрения так, чтобы становиться женщиной. Соответственно, повторю еще один раз ответы. А – это сон о Кэрол Тикс в другом времени и в другом мире. Б – это обретение свободы Карлосом Кастанеды, если бросивший вызов смерти сможет обрести ее. С – возможность проникать в мир неорганических существ с намерением остаться там навсегда, не будучи никогда захваченным в плен. И Д – умение для мужчины сдвигать точку сборки так, чтобы становиться женщиной. Вот, поставьте ваш ответ. У вас, соответственно, если вы с самого начала присутствуете на сессии, у вас сейчас цифра от 1 до 10 и буквы ответов. Я на всякий случай сейчас вам скопирую просто правильные ответы, потом их кратко прокомментирую, и мы определим победителя. Вот, значит, сейчас, секунда. Сейчас. Так. Сейчас мы определим. Так. Я просто сейчас публикую ряд. Получается, что такой вот ряд. То есть, имеется в виду цифры от 1 до 10 правильные ответы. И прокомментирую вам их. В чат я сейчас сбрасываю. Так. Значит, чат. Ага. Вот, правильные ответы. И сейчас я очень кратко, я думаю, что это тоже интересно, пройдусь просто по этим ответам.
а вы можете посчитать, сравнив ваши цифры и буквы с правильными ответами, и определить количество правильных ответов из 10. И, соответственно, написать просто цифру прямо напротив, в чате от себя, какое у вас количество правильных ответов получилось. Итак, вопрос номер 1. Как звали Нагваль линии Дона Хуана, который первым встретил мага древности арендатора? Это был Нагваль Себастьян, он работал сторожем при этом соборе в Тула-де-Альенда, фотографии которого вы сегодня видели. Соответственно, более полный такой комментарий, до Нагваля Себастьяна в линии Дона Хуана было еще 8 Нагвалей, которые не контактировали арендатора. А начиная с Нагваля Себастьяна, последующие 8, и заканчивая Карлосом Кастанеда, соответственно, были в контакте с арендатором и получали от него дары. Это сам первый Нагваль Себастьян, за ним Нагваль Сантистебан, потом Нагваль Лухан, потом Розенда, потом Элиас, потом Хулиан, потом Дон Хуан и вот 8-й Карлос Кастанеда. Вот, это такой полный развернутый ответ. Соответственно, вопрос номер 2. В чем, согласно Дон Хуан, состоит пересечение вторых врат сновидения? Ответ правильный А. В сновидении увидеть себя, то есть... правильный ответ С. Вторые врата сновидения – это когда просыпаешься из одного сна в другом сне или используешь объекты сновидения для переключения на другой сон. Все мы, наверное, помним, что увидеть свои руки – это пересечение первых врат сновидения, а вот это вот вторые врата сновидения, когда ты можешь переключиться в другой сон или проснуться в другом сне. Вопрос номер 3. Он был следующий. Какое количество врат сновидения описано, соответственно, в романе, не описано, вообще существует для последовательного преодоления в романах Карлоса Кастанеды, устами Дона Хуана озвучивается. Правильный ответ – это 7, ответ – это Д, хотя в романе приводятся только первые 4. Я помню, что Ника где-то размещала у нас в группе практикующих пост, где подробно описывала 5, 6 или 7. Если кому-то интересно 5 или 6 или 7 узнать, то пишите сообщение, потому что в романе упоминается о 7, но приводится детально, из чего состоят, из чего состоят врата сновидения, только первые 4. 4-й вопрос. Когда неорганическое существо материализуется в нашем видимом мире тоналия, что испытывает человек, перед которым такое существо материализуется? Правильный ответ – это Б, латинское, тряску или очень сильную дрожь. Поэтому если вы вдруг будете испытывать сильную тряску или дрожь, один из вариантов, что вы чувствуете неорганику, материализовавшуюся в тонале. Вопрос номер 5. Как давно, со слов бросившего вызов смерти, он же арендатор, жили древние маги, когда они были наиболее плодотворны? Правильный ответ – это С, в 1 веке до нашей эры, то есть 3000 лет назад, от нашего современного времени. Но вообще цитата из романа есть о том, что древние маги, вот именно древние талтеки, жили с 5 по 1 век до нашей эры. И потом исчезли. Исчезли они непосредственно в 1 веке до нашей эры, тогда, когда они достигли своего максимума развития и были наиболее плодотворны. Для исторической справки, если вам нужно понять, как это относится с историей Европы, например, Средиземноморья, у нас известна самая древняя цивилизация, вернее, не самая древняя, там была еще Месопотамия древняя, да, Древний Вавилон, но такая, на которую мы в основном ориентируемся, Древний Египет. Так вот, сооружения Древнего Египта – это большие пирамиды Гизы, сооружались примерно в 2500 году до нашей эры, то есть 4500 лет назад. То есть 4500 назад – это вот пирамиды Хеопса, а исчезновение древних магов, талтеков – это 3000, то есть чуть попозже, после пирамид Хеопса, это 1 век до нашей эры, 3000 лет назад, тогда, когда они были наиболее плодотворны. Но жили и раньше несколько тысячелетий, до того периода. 6-й вопрос. Какой город, цитата, в котором возможно все, и который был построен на развалинах городов, где древние маги совершали свои деяния? Правильный ответ – это Б, это Тула-де-Альенда, она стоит поверх столицы цивилизации талтеков Талана. Хака тоже древний город, но столица талтеков Талан и Тула-де-Альенда на его территории находится. 7-й вопрос. Как добиться сдвоенной позиции, согласно тому, что арендатор рассказал Карлосу Кастанеде? Правильный ответ – это С, это нужно засыпать на правом боку, согнув ноги в колени. Сейчас кратенько уже подходим к концу. 8-й вопрос был. Когда неорганическое существо материализуется в мире сновидения, что испытывает человек, перед которым такое существо материализовалось? Он испытывает приступы страха. То есть если вы сильно боитесь,
во время сновидения, то перед вами не органика. Правильный ответ А. 9 вопрос. Какой цвет в состоянии сновидения соответствует энергии нашего современного человеческого мира? На самом деле человечеству соответствуют первые 3 ответа А, Б, С, но современному именно состоянию соответствует белый цвет. То есть более древний это зеленовато-желтый и янтарно-желтый. Это Б и С. У видящие видят мага часто с желтоватым или янтарным отцветом. Это если он связан с древними видящими, энергетически связан с этим, тогда он не белым выглядит, таким янтарно подсвеченным. Но если в сновидении вы встречаете такую белую подсветку, то это кто-то из современного человечества, как бы современного эпохи человечества. Соответственно, последний вопрос, 10. В чем точки зрения Дона Хуана стоял главный подарок, бросивший вызов смерти Карлосу Кастанеде? Ответ А – это сон о Кэрол Тикс в другом времени и в другом пространстве. Вот это вот ключевое, что я пытался чем-то донести как-то, чтобы, может быть, физически вы это почувствовали, что это не просто интересная какая-то экзотическая информация или такая уникальная по содержанию, да, а это как-то вот передать, это то, это то, от чего я нахожусь под впечатлением. То есть имеется в виду, что когда я ездил неделю назад, самое главное, что произошло, мое тело почувствовало, что это зона, в которой, возможно проявление этого места в другом мире, в смысле в другом временном интервале. Поэтому Кэрол Тикс, становитесь меня в будущем, говорится. Поэтому этот самый арендатор появлялся в этой церкви боковой у этого собора. Поэтому в самых последних страницах книги там постоянно в искусстве сновидения об этом, только об этом. Они прямо вот ее и так, и сяк, и по-другому все об этом говорят. Если помните, там такой приводится текст, что после того, как они беседуют с Доном Хуаном, они не могут понять, кто это была. Кэрол Тикс, не Кэрол Тикс, значит, был ли это бросивший вызов смерти. Они идут в отель, они идут вместе с Доном Хуаном. Я просто не буду вставлять цитату, это буквально вот последняя страница этой книги «Искусство сновидения». Они идут в отель, они встречают того же управляющего, который стоял за стойкой, когда в этот отель заходила Кэрол Тикс и Карлос Кастанеда, потом, где они сновидели в номере. И этот управляющий не узнает и вообще отрицает, что такая женщина была. Ну, потому что это, как сказать, это склейка, это разные временные, вы можете как наложение, что ли, настроение встретить в этом месте, реальности из другого временного интервала. И это очень интересно, это уникально, и в том числе для практик сновидения. Соответственно, сейчас я смотрю чат, смотрим, какое количество человек максимально определило, кто у нас победитель. Я вот после плюсов я вижу, что написала только Саяк, у меня 7 правильных ответов. Вот Данил поставил 6, поставьте еще цифру, какое у вас получилось правильное количество ответов. Николай 5, Вячеслав 4, Сагин, Вилфорд Сагин 8. Ну и кто-нибудь еще, если кто-то выписывался ответы. Магиня 4. Спасибо всем за честность. Вообще, я думаю, это в плане общеобразовательном было интересно. Но это интересно и как-то в голове отметить. Ага, если неорганика проявляется в реале, то что происходит, что я чувствую? А если она проявляется в сновидении, что я чувствую? Значит, соответственно, у нас победитель Сагин, это Серафим, это Вилфорд Сагин, извиняюсь, Сагин-то, я так понимаю, Вилфорд Сагин. Мы тебя поздравляем, я тебе в личном сообщении напишу, во-первых, значит, по Тула де Альенде данные по ключнику, который открывает двери, то есть кто это такой, если когда-то ты появишься, приедешь поездкой в Мексику и заедешь из Мехико в Тула де Альенду, ты сможешь непосредственно напрямую на него выйти, и когда собирается этот орден, древних, можно сказать, так сказать, не древних видящих, а тех, кто обращается к знаниям древних видящих, в какой-то происходит день недели, если ты хочешь поприсутствовать, просто почувствовать энергетику, то вот вся эта информация тебе будет выслана, а для других возможность остается во время нашего тура в 2023 году. Я очень надеюсь, что он состоится, и мы все сможем проехать по этим вот местам силы Мексики, которыми Мексика очень богата и которые дают уникальный телесный опыт, но и ментальный в том числе.
И да, там по-разному они формулируют это, да, Данил, ты все правильно пишешь, да, но я вот взял просто фактически последние слова Дона Хуана о том, что это такое было, потому что они говорят и пытаются постоянно как-то лучше понять это. Вот, поэтому все остальные, если вам интересно, то, пожалуйста, если кто-то не заполнял анкету, сейчас я сброшу на секунду, где-то анкета для тех, кто интересуется, значит, для тех, кто интересуется вообще этой поездкой, кто вообще как-то теоретически хотя бы ее рассматривает. Вот, я в чат сейчас, соответственно, копирую эту информацию. Вот, значит, перехожу в чат. Мы заканчиваем все уже, практически последние минуты у нас идут. Но сейчас вот так, вот я скопировал. Почти все вошло, но без концовки. То есть там вначале идет о донате. Это о том, что если, значит, у вас есть возможность сделать донат, то он очень сильно приветствуется. Вы его можете сделать в рублях переводом на карту Сбербанка. Приводится какая Сбербанк карта, и, значит, сумму определяете вы сами. Если вы в иностранной валюте, то вот на PayPal туда-то. Значит, у нас традиционно для всех практикующих в нашем потоке 6 все такие вот информационные сессии первой половины остаются бесплатными, но если вы все равно хотите сделать донат, то мы, конечно, будем вам очень благодарны, потому что, ну, это, я считаю, очень содержательная информация, это не просто разговор о чем-то интересненьком, она фактологическая, она прям вот содержательная, когда вы будете в Тула-де-Альенде, в Мексике, она вам очень сильно пригодится, конечно, она, будет в помощь продумать самим, спланировать маршрут и посетить все эти места. Второе, значит, вы сейчас просто можете выделить из чата и скопировать себе на компьютер либо в телефон, в ноутпад. Приводится ссылка с праздника, с городского праздника Тула-де-Альенде, который я записал, там примерно запись на 25 минут, может, полчаса. Тоже очень интересно посмотреть его центральную улицу Царькуатли. Чуть-чуть там подзависает первые 3 минуты, 4, но потом нормально. И потом мы заходим в отель, идет съемка в отеле «Реаль Катедраль», где был написан роман «Искусство сновидения». Это тоже уникально и очень атмосферно. То есть просто по этой ссылке переходите, сможете перейти, посмотреть, если кто-то не смотрел. Для всех, кто интересуется путешествием в Мексику, которое планируется через год в начале 2023 года, вот скопируйте себе, пожалуйста, весь этот выделенный текст, и вот тут там приводится ссылка, по этой ссылке нужно кликнуть, вы пойдете на Google анкету, где просто заполните свои данные, там, по-моему, всего 7 или 8 вопросов, где будет понятно, намереваетесь ли вы, интересно ли это вам вообще, и какой у вас контактный телефон, через которого мы можем вас найти либо в Telegram, либо в WhatsApp, либо в ВК. И последнее, четвертое, для тех, кто сегодня у нас пришел в качестве гостя, но еще не знает об этом, у нас на прошлой неделе в субботу начался курс 5-недельный по практикам работы с телом сновидения. Последняя возможность присоединиться к нему сегодня или завтра. Завтра группа закрывается. Вот на данный момент он идет с 25% скидкой, то есть он стоит 8 900 за 5 недель. Если вам тут приводится ссылка на программу описания, можете посмотреть всю программу описания. И, соответственно, если вы хотите присоединиться к этому курсу, то сейчас я сброшу, куда и кому писать. Если вы можете написать просто сообщение мне, Нике или в директ в Инстаграм. Вот такие в чате. Посмотрите, пожалуйста, данные. То есть если хотите присоединиться к курсу или есть какие-то дополнительные вопросы, хотите что-то уточнить, то здесь уже не в комментарии, а лучше в личном сообщении пишите непосредственно Нике, это главный эксперт сновидящего курса, вот ее программа, либо мне ВКонтакте, либо в Инстаграм, вот у нас nagual.way, это наш аккаунт name в Инстаграме, в Директ. И на этом я пока остановлю, значит, запись. То есть у нас запись останавливается. Много очень было интересно. Я вообще стараюсь еще чат весь просматривать в конце, но сейчас мы поработали, получается, 2 часа с лишним. Мы стараемся 2 часа не выходить, поэтому на сегодня, к сожалению, мы видимо, не зачитаем вопросы, которые были в чате, ограничимся тем, как все прошло. И если у вас есть возможность сделать донат, сделайте, скопируйте кому и куда, просто выделите текст там из чата. Сейчас мы через полминутки с вами попрощаемся, соответственно, закроем это окно сессии, Zoom-сессии. У нас будет 5-минутный перерыв. Мы отдыхаем просто 5 минут, а через 5 минут по вот второй ссылке встречаемся в сети,
кто занимается в потоке 6, и у нас будет обсуждение того, что получилось за неделю, как, что не получилось, анализ, разбор, то, что мы делаем каждый раз по субботам, по второй ссылке через 5 минут. Хорошо? Всем большое спасибо за внимание. Я думаю, что вам понравилось. Поставьте плюсы, если вам понравилось в чате, и оставайтесь с нами ВКонтакте, потому что то, что я записал видео неделю назад от встречи с Педро и с сеньором Педро и сеньором Августином, это уникальный контент, это просто уникальный контент. Его можно синхронно перевести с испанского на русский, еще и послушать в отдельной сессии недельки через 3, через 4, потому что нужно это время, время для перевода. Еще послушать, в чем стояло это уникальное знание этих или артефактов, информации об артефактах от этой древней цивилизации, самой развитой на Земле, древних толтеков. Вот изюминки их знаний, это все мы можем еще послушать. Все, тогда встречаемся с практикующими потока 6, а вам, всем остальным, хорошего вечера, выходных, всего доброго и до свидания.